Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это «Шум», наш с вами любимый проект, который как бы подводит итоги того или иного периода, дня или нескольких дней, и, как говорится, выводит на чистую воду очень и очень многие процессы, очень и очень многих людей, ну и, конечно, то, что нас окружает, то, что шумит и бьет в колокол, то, чего ждать, на что рассчитывать и, конечно, то, как к этому относиться. Пишите, откуда вы и где слышно шум. Традиционная игра в города, давайте начнем именно с нее. Это наша старая добрая традиция, потому что «Шум» — это, в принципе, проект, который направлен на общение с вами в сообществе YouTube, в клубе зрителей. Можно оставить свой вопрос, ну и короткие истории, конечно, в рубрике «Колобок», куда мы катимся, это на предложку, на электронную почту не сильно длинные, но такие, которые вы бы хотели, чтобы были озвучены в шуме, для того, чтобы шуметь и еще раз шуметь. В общем, друзья, как всегда, играем в города, правила простые, слышите понравившийся населенный пункт или страну направления, ставьте лайк, не слышите, все равно поставьте лайк. Кто откуда, друзья? Вот Москва на связи, Воронеж, Прага, тут как тут, и говорит всем привет. Отлично, Ямал шумит, и лайк из Севастополя, большое спасибо. Екатеринбург, Москва, Ярославль, Германия шелестит, а не шумит. Это тоже можно. Севастополь. Шумим в Израиле. Прекрасно. МСД-10 активно шумит. Здорово. Пермь. Пермяки. Здорово. Прекрасно. Значит, Пинск на связи. Киев. Троещина. Держево, да, Александр, привет из Киржича, Владимирской области, Спартак чемпион. Ну, если бы кубки не били, которые выигрывали, знаете, в Спартаке вчера показывал в шуме. Башкирия на связи, Новошахтинск, привет, Шелестятам привет, пошумим, Москва, Алтуфьева, привет в Москву, Королев на связи, Днепр тоже шумит, шум везде, по всему миру, да, по всему миру, друзья. И давайте вот всем миром, тем, который, собственно, сейчас шумит, пишите, откуда вы, проголосуем. Вот такой у нас сегодня опрос. А прогнут ли удары по Киеву, вот эти систематические, о которых объявила российская сторона, которые сейчас все обсуждают и о них шумят, уже там есть подготовки, есть уже сообщения о том, что в ближайшие 2 суток нужно быть особенно начеку тем, кто находится на территории Украины и Киева в частности. Так вот эти систематические удары, насколько они прогнут Зеленского на невыгодный мир, подписание чего-либо и, в общем, перевода на дипломатические рельсы. Почему я говорю прогнуть Зеленского? Потому что он же не прогибается, территории не отдает, ниоткуда не выходит. А американцы вообще умыли руки, сказали: Зеленский, давайте занимайтесь, вообще все застопорилось. Вот когда там порешаете, будет у вас динамика новая, а мы тогда вернемся. Так вот, варианты ответов. Нет, он на эти удары и рассчитывает. Тут причин много. Кто-то скажет, рассчитывает, потому что прикрыть коррупционный след. И будут тоже правы, естественно. Кто-то скажет, чтобы еще больше денег дали. И тоже будут правы. Некоторые исключительно в экономическом коррупционном смысле рассматривают вот эту всю историю о том, что давайте и на юге, и на севере, и вообще вокруг Киева, и вокруг Маломальски, там, Днепропетровская область, будем строить вот эти кольца обороны, укрепрайоны для того, чтобы отмыть на них денег. Уже сколько было этих проектов фортификация. Так вот, можно заработать, можно привлечь внимание, можно. То есть это новое поле возможностей. Вот эти удары по Киеву и демонстрация там с той же регулярностью, с какой бьют, вот куда попали. По рынку, по гражданским и так далее, и так далее. Следующий вариант. Да, люди тогда все простят. То есть, если там сейчас 61%, как-то так вот что-то взамен, там, кнут, пряник, а вот если, допустим, отдадим, а что нам дадут, а вот где-то здесь вы как-то вот готовы говорить на эту тему, то тогда все скажут: ребята, хватит, чтобы этот кошмар закончился, давайте уже что-нибудь, и вот, в общем, без этого не выиграть. Еще один вариант. Зеленский вообще это не решает. То есть мы тут крутимся, Зеленский, удары по Киеву, Россия там ответила на Старобельск, будет отвечать длинно на Старобельск по Киеву, как заявляет МИД Российской Федерации. А Зеленскому что? Зеленский это не решает. Зеленскому у него есть четкая задача: бить по Москве, ослаблять Москву, и с этой точки зрения даже, вот смотрите, хорошо, если западные партнеры, которые выделяют деньги, оружие и все на свете, если они решат, что это неприемлемый ущерб, да, тогда они скажут свернуть, и решает не Зеленский. И финальный вариант, 4-й, удары нет, а вот захват или там подойти близко, в общем,
пешая операция, рейд какой-нибудь к Киеву, вот это, конечно, быстро отрезвит и сразу, собственно, может повлиять на вот эти решения. Проголосуем, давайте потом в конце подведем итоги, очень интересно, какие у нас получатся результаты с вами. Мариуполь, теперь Ирландия пишет с нами, отлично, Марганец шумит, приветствую, приветствую. Евгений, вас не эвакуировали, это замечательно. Привет в Марганец. Там просто была новость об эвакуации на днях. Финляндия шумит. Шумит надо чаще, Александр. Ой, Александр, тезка, спасибо большое. Будем стараться. Доброго времени всем. Всем привет. Кристина... привет. Вы с другом здороваетесь. Я думал, это город как-то называется. Ничего себе. Какая замечательная атмосфера в чате. Привет из Запорожья. Шумим также шелестом. Отлично. Значит, шумно из-за шума в Баку. Крианш шумит. Крещать, я хотел сказать. Новые Петровцы. Вот Новые Петровцы с нами. Винница, блин. Яна, уже Винницу назови. Винница с нами, конечно же. Привет вам большой. Дагестан шумит. Привет из Ираклиона. Привет и вам. Рязань на связи. Ташкент смотрит. Отлично. Осло шумит. Привет в Норвегию. Привет из Зеленограда. Касансай на связи. Нария, Израиль. Прекрасно. Омск. Саша, я пишу, а вы не читаете. Ну, Яна, не психуйте. Винница. Привет вам, Винницу. Леопольд, выходи. Вышел уже давно. Ровно шумит. Дуйсбург, Лос-Анджелес с нами, значит, Полтава, Жмеренко в строю, Химки, спасибо большое всем. Да, из Белгорода тоже слушают и передают привет. Старобельск на связи, Валерия. Спасибо большое, что пишете. Москва шумит. Так. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Хорошее начало нашего сегодня. Вот давайте с интересной истории, собственно, и начнем. Я, если честно, когда это там в определенных аналитических пабликах, смотрите, тут же как, верифицировать эту информацию нельзя, потому что она как бы пересказана из уст в уста, это как бы информация, гуляющая якобы, да, внутри НАТО, и вот это вот все пересказывают турки. Ну, кому-то, да, а те кто-то публикуют. И, собственно, там своя аналитика, свои подходы и свое видение. Я, если честно, немножко так, как там молодежь говорит сейчас, залип, да, ну, то есть я прям прильнул к этому всему, скажем так, происходящему. Так вот, значит, одновременное наступление с территории Беларуси и Приднестровья. Также удары Орешником и применение нестратегического ядерного оружия из темы экспертных дискуссий и командно-штабных игр перешли в плоскость, внимание, вероятно. Такими данными с турецкими дипломатами делятся источники, коллеги по НАТО, ссылаясь на информацию собственных разведок. Как заявил один из источников в военном ведомстве, Россия много упражняется в ядерной риторике. Турецкие дипломаты, собственно, отмечают, что реальная готовность Москвы к применению такого оружия фиксировалась в период с 24 по 29 февраля 2022 года во время попыток ВСУ наступать на Крым. Вот это прям мне очень интересно. Я с вами делился этими соображениями, что непонятно вообще, почему они, собственно, пошли, и почему они так рванули, и что случилось, и где все, и почему там военным сказали сниматься, почему вот так вот юг оголен был, почему разминировали юг. И есть такая теория и предположение, на самом деле она есть, что как бы вот так, такой удар готовился, и вот так он прошел, вот тем, что есть, парадным маршем условно, да, без особо там как бы окопов, фортификаций, вот этих блиндажей, а просто вот они шли и шли себе к городам и заходили в эти города. Только потому, что что-то готовилось. Основная версия, что, опять-таки, это все догадки, поговорить не с кем. Где Баканов с СБУ? Нормально, адвокат какой-то, полтавской регистрации, где все? То есть, а тут, вот смотрите, идет просто аналитика, да, вот ядерный удар. Они готовились применять ядерное оружие, потому что Украина как бы на Крым собиралась иметь претензии, вот такой вот рейд в свою очередь провести, поэтому сняли мины. Об этом многие догадывались. Просто одни говорили, что это там Донбасс, но другие видели картину немножко по-другому, говорили, Донбасс — это отвлечение, лютая эскалация. Помните, там была Донецк, в Луганске не так, Донецк эвакуировали, а на самом деле вот основной удар был какой-то на Крым. Ну вот так. А тут вот смотрите, какие-то турецкие дипломаты, да, отмечают, что вот это вот план этот был именно вот в этой связи. Но продолжим. 24-29, когда
как бы наступать на Крым в 22 году. Еще в 25 году, когда страны Альянса поручили неофициальное, но четкое предупреждение об ударе ТЯО в случае высадки любого контингента НАТО от батальона и выше под любой легендой. Помните тогда? НАТО, Макрон рисовал карты, где мы высадимся, вот это все. То есть два таких предупреждения. Это вот турецкая сторона такое озвучивает. Да? А что сейчас ей озвучивают? Сейчас аналитики с удивлением констатируют не просто усиление пустой ядерной риторики, но и ощущение, что россияне заранее готовятся и оправдываются. Источники добавляют, что Украина уже атаковала Крым, мост, наносила удары по Москве, российским регионам. Не верят аналитики, что гибель гражданских лиц в Старобельске стала причиной сигналов с самого верха, которое явно не ожидал даже российский военно-политический истеблишмент. Москву реально разозлило что-то или напрягло, констатируют военные специалисты. Ну, вот такая аналитика. То есть аналитика, сказка на ночь, можно по-разному к этому относиться. Но тут, понимаете, тут абсолютно по-другому тогда ракурс, под которым мы смотрим на происходящее. То есть тут логично. Хотели идти на Крым, поэтому разминировали. Ну, как логично, это гипотеза, опять-таки, то, что пишут аналитики. И четкое было предупреждение. Влупим ядеркой. В 25 году, мы помним эту риторику, контингенты, базы НАТО, все с каждого утюга кричали, да, и мы с вами общались, говорим, ну как так, какие натовские войска, о чем вы? Интервенция тогда вот начали опять вспоминать. Сказали, под любым предлогом контингенты размещаются на любой части Украины, будет ядерный удар, потому что, ну, вы как бы вмешиваетесь. А что сейчас? Неужели Старобельск? Вот Небензя сегодня выступил по поводу Старобельска. Вообще, почему это произошло? Ну, по его версии, да, по российской версии. Причина — это просто месть Киева против населения Луганской Народной Республики за то, что они сделали выбор в пользу России. Я хотел бы подчеркнуть, что это бывшие сограждане президента. Как он может лицемерно заявлять, делать такие заявления, когда он несет ответственность за такие теракты? Это душераздирающее зрелище. Ну, это такие переводчики у них, ну, вы понимаете, душераздирающее зрелище, это вот это месть. Но, казалось бы, смотрите, удары по Москве были. Крокус, который там все связывают, хотя там уже вроде расследования провели, что это как-то очень косвенно, но, в общем, с украинской какой-то там деятельностью или сопровождением, или непосредственным заказом, по-разному сейчас говорят. Были трагедии массовые, были удары, было вторжение в Курскую область, и тогда ядерку как-то особо, ну, не рассматривали, как рассматривали, говорили, но не было вот этих сигналов на уровне разведок, вот таких очень четких и ясных, что влупим. Сейчас якобы эти сигналы от России поступают. За Старобельск, за то, что Зеленский мстит каким-то бывшим гражданам Украины, что-то здесь нечисто. Или, может быть, вот эти все истории о том, что что-то такое смертоносное и большое передадут Украине тайком, да, это все-таки, ну, и разговоры о там грязной бомбе, мы помним, их периодически опубличивали, может быть, это подтверждается, и что сейчас вот такая эскалация. А Старобельск, конечно, жуткая трагедия, но повод. То есть очень интересное, скажем так, если вникнуть вот эти все, скажем так, паблики, кривотолки, причем принимать разные стороны, то есть не принимать, а вот читать разную аналитику с разных сторон. Натовцы, разведка, кто-то кому-то что-то сказал. Если вот здесь вариться и погрузиться, то получается совершенно все не так выглядит и не с такими подтекстами. И ровно по-другому играют совершенно другими красками совершенно разные события. Вот, например, сегодня публикуют непосредственно Financial Times очень душераздирающую новость. Количество стран, которые участвовали в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, помните, те дорогущие, сократилось. Было 18 стран, а стало 9. В 2 раза сократилось. По словам президента Чехии Петра Павла, сейчас инициативу финансирует всего 9 стран. Это вызывает опасения, потому что это бремя распределяется и будущее. Вообще есть у этого проекта или нет. Инициатива по-прежнему работает, но трудность заключается в том, что только около 9 стран, это 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, так на самом деле, в общем-то,
это все за это платит. Павел заявил, что будущее инициативы должно стать одной из тем июльского саммита НАТО в Анкаре, куда позвали Зеленского и продавили, потому что США как бы не хотели, чтобы он там участвовал, об этом пишет западная пресса. При этом в офисе Павела отказались назвать страны, которые вышли. Западный военный чиновник заявил в газете, что это среди участников пока что остаются немцы, некоторые скандинавские страны, и некоторые считают странным платить за то, что даже не получают должной поддержки от правящих политиков страны-лидера, имея в виду самого, скажем так, чеха Бабиша. Это новый премьер. Бабиш тоже прокомментировал ситуацию и сказал, что его правительство отдает приоритет поддержке Украины, а финансированию нужд чешских граждан все-таки больше, да, в приоритете, поскольку они испытывают трудности с оплатой счетов за свет, коммуналку, в общем, война на Ближнем Востоке, вот эта бойня, неопределенность. Поэтому, товарищи, как бы извините, чешская вот эта инициатива при Петре Павле, да, ну, в общем, это дело такое. Ну, то есть у нас правительство этим не занимается. Поэтому и страны, собственно, отпали. И все как бы потихонечку загибается. Это материальная сторона вопроса. А есть же нематериальная. Потому что если действительно вся эта как бы история с атаками на Калининград, с какими-то провокациями в Беларуси, сейчас будем это отдельно разбирать, если это правда, то тут страна должна занять позицию. И страна должна... ну, как бы отрубить вот эти хвосты, которые тянутся. Инициатива скандальная, снаряды дорогущие, деньги отмываются. Все это как бы об этом много расследований я видел, читали и рассказывали, и все понимают. Но она худо-бедно работала. А сейчас отсыхает этот хвост. Отсыхает. И это тоже нам говорит, если посмотреть глазами вот, и задать тон, с которого там я начал шум, то это означает, что если это будет война, то тут сразу страны должны понимать, а мы в блоках, мировая, а мы не в блоках, а мы хотим, чтобы по нам летело, а если ядерное, а если какое, стратегическое или тактическое, тоже большой вопрос. По поводу Ирана. Рубио выходит и комментирует ситуацию. Что ж, смотрите, я думаю, наша позиция хорошо известна. У президента был очень важный, я бы сказал, исторический разговор пару дней назад с рядом лидеров региона. Думаю, есть полное согласие относительно того, как должен выглядеть предварительный проект. Как и в любом подобном деле потребуется пара дней, чтобы урегулировать даже разногласия по поводу отдельных слов или предложений. Нам придется над этим поработать. Если сделка состоится, нам придется это урегулировать. Но это, знаете ли, будет либо хорошая сделка, либо ее не будет вовсе. Хорошо? Поехали. Все хорошо, отлично. По поводу Украины вообще говорит. Слушайте, мы ушли, ждем, когда вот будет момент, мы готовы вернуться. Все, нет никаких переговоров. До свидания, гудбай, как говорится по-американски. Но вернемся к ситуации вокруг Ирана. Значит, тут интересным образом отреагировали рынки. Золото и серебро сразу подешевели после вот этих ударов по Ирану, сообщила Reuters. Значит, удары, они сразу как бы это быстро-быстро попытались загасить, сказали, это для самозащиты, вы нас не поняли, катера двигались, а мы по ним стреляли, а тут вот мы бомбили, а тут Иран, в общем, вот эта вся новая заваруха, попытались это все сгладить, но не получилось. На фоне новой атаки стартовая, спотовая цена золота снизилась почти на процент до 4,5, 529,5 тысяч за унцию по состоянию на 26 мая на утро, то есть, да, на вот сегодняшний день, сегодня утром. При этом фьючерсы на золото, пишет Reuters, в США с поставкой в июне подросли на 0,2%. В то же время серебро упало на 2 с лишним процента, до $76,5 за унцию. Платина подешевела на 1%, несмотря на то, что между США и Ираном, похоже, уже практически что-то там достигнуто. Ущерб, нанесенный нефтяной инфраструктуре Ближнего Востока, поставкам нефти из региона очень достаточно существенен. Это говорит старший рыночный аналитик, с которым пообщался Reuters Кельвин Квонг. Рынок уже начал закладывать этот сценарий в цены и демонстрирует очень высокую вероятность повышения процентов в этом году. Так, в ходе азиатских торгов фьючерсы на Brent подскочили немножко на 2%, поскольку соглашение о прекращении войны и открытии Ормуза остается недостижимым. Так а в чем дело? Вроде бы сегодня сообщили, что да, США готовы опять конвоировать суда, которые проходят через Ормузский пролив. Но вот вечером, буквально перед шумом сегодня, военно-морские силы США сказали, что это ложь.
не возобновляли сопровождение коммерческих судов, заявил Центральный штаб командования. Недавние сообщения СМИ утверждают, что мы возобновили сопровождение. Это неправда. Правда. Значит, операция «Свобода» не была возобновлена, и американские силы в настоящее время не сопровождают коммерческие суда через Ормузский пролив. Говорят четко, ясно, с чувством, с толком, с расстановкой американцы. Но учуяли определенный запах того, что все может опять спуститься в противостояние, войну, бомбежки Ирана, партнеры Соединенных Штатов по этой операции, да, это Биби Нетаньяху, он взял и обратился, значит, на заседании политико военного кабинета, цитирую, по моему указанию и указанию министра обороны совместно с начальником Генштаба мы усиливаем наши действия в Ливане. Армия обороны Израиля действует крупными силами на местности, занимает контролируемые территории. Мы укрепляем полосу безопасности для защиты последней на севере. Одновременно с этим мы ведем масштабное национальное усилие по продвижению креативных инновационных решений против дронов, поддерживаемых валем наших героических командиров, солдат. Спасибо, мы на вас рассчитываем. В общем, так вот обратился. А в чем дело? А вот в чем. Дело в том, что FPV-дроны, которые внезапно оказались у Хизбаллы, считающиеся прокси Ирана, в Ливане, Хизбаллы, которая в пунктах соглашения с американцами, наделали очень много беды для Цахал, для Израиля. Значит, вышли там просто, Бен-Гвир выходит, говорит, давайте Ливан полностью обесточим, все, там камни на камне не оставим. Смотрич говорит, что давайте всех, в общем, гасить. То есть такие людоедские, там, вот, например, атаковали нас FPV-дронами, а мы раз и 10 домов уничтожили. Смотрич предложил, представляете? В общем, армия обороны Израиля начала наземное вторжение за пределы, объявленные ей же буферной желтой линии, это так называется буферная зона. Атака направлена, чтобы нейтрализовать места запуска волоконно-оптических дронов Хизбаллы, которые убивают и ранят израильских солдат внутри этой страны. То есть ситуация, скажем так, сложная. И вот этот вот новый курс войны, дроновой войны, нам как бы намекает, что можно победить только продвинувшись дальше. То есть дроны становятся, все говорят, киллзона, по украинскому примеру, киллзона, это приглашение двигаться дальше. Да, там ценой жертв, потерь, понятно, что с боями, понятно, что там не будут цветами встречать дроноводы, но как обезопасить себя от дронов? Уйти на максимальное расстояние вперед, чтобы, условно, атакованная за твоей спиной исконная территория была чуть дальше. Соответственно, дроны летели чуть ближе. Это вот такая ситуация в Израиле. Очень похожая история и с фронтом в Украине. Параллели просматриваются. Уж как заговорили об Израиле, сегодня праздник большой у мусульман начался, да, Курбан-Байрам, все идут на хадж, собственно, в Мекке, да, там вообще просто паломничество необыкновенное. Это что-то. То есть 1,5 миллиона человек пошли к этой Мекке. Беспрецедентное там, собственно, скажем так, масштаба мероприятия. Вот такие кадры, да, оттуда. И все примерно понимают, что улицы забиты. Но это вот что касается вот этого, да, эпизода. А что же в Газе происходит? Вы заметили, что Газа как бы ушла вообще с информационных самых разнообразных лент. А Израиль же, решил же все вопросы с Газой. Также уже победу объявили, все подписали. Сейчас занимается Ливаном. Так а внутри Газы что происходит? А внутри Газа маленьких, скажем так, мусульман, маленьких жителей Газы, большие жители Газы, креативно учили праздновать праздник. То есть они кричат «Аллах Акбар», взяли картонного барашка, там раздавили пакет с красной краской, они его держали, чтобы не убежал этот барашек. И, собственно, вот это вот детки, так сказать, вот в этой игрушечной ванной, а потом оставляли свои отпечатки. То есть, насколько мы можем понимать, и судя вообще обстановки, зачем я вам это показываю, не потому что праздник, конечно, на самом деле в этом веровании оно очень
так перекликается с христианством тоже. Там, это практически одна и та же история, когда библейская история. То есть тут на самом деле это вот эта традиция и это же как бы праздник веры считается, да, она на самом деле показывает, что одна религия с другой, они очень плотно, фактически, ну не то, что одна и та же, она очень плотно, понимаете, находится. Я не по этому поводу завел эту тему. Я вот просто посмотрел на это видео и немножко прикинул, а чего добился Израиль? Нет, то, что там нищета и разруха, то, что там люди сохранили веру, несмотря на то, что они пережили вот это вот снос фактически газа с лица земли, сухопутную операцию Цахал, но они все равно как-то вот сохранили культуру, видите, деток учат, видите, каким-то образом поддерживают, и вот эти маленькие детки, которые там, может быть, вырастут, но они как бы кожа, спинным мозгом они запомнят, что с ними было. Так а чего ждать тогда, если вот такая история от спецоперации вот этой Цахал? Биби подбирает момент. Вот сейчас, когда шатнулось, когда непонятно, когда на Трампа полетели стрелы, он говорит, он предатель, да? Когда говорят, вот, он там такой-сякой, вот сейчас надо решать эти вопросы. Исключительно потому, что время. Израиль умеет выбирать время. И вот он выбрал это время для того, чтобы максимально отдалить FPV-дроны от себя и решить свои вопросы по Хизбалле. Пока нет подписей, можно что-то делать. Как вот на Западном фронте без перемен, там вот есть четкое время, до этого время воюют и, в общем-то, и продолжают. Что американцы в этом случае? Они выглядят примерно так же, как Кеннеди. Кеннеди-младший, министр здравоохранения. Он змей ловил сегодня у себя возле бассейна. Представляете? Голыми руками. Смотри, вот так вот их за хвост. Вот так вот. Смотрите, какой. Слушайте, там в возрасте уже приличный, ничего страшного. Видите, костюмчик не помешал ему офисный стиль имеется в виду, в котором он смотрит. Покусывают его. Ну, вроде как это не опасно. Это какой-то там черный полос. В общем, нормальная история. Вот радует детишек, внучат на фоне океана, все у него прекрасно. Но вот так выглядит Америка вот в этой истории с Ближним Востоком. Потому что, по сути, поймать эту змею войны и как-то ее обуздать очень сложно. Но если у Кеннеди в руках она не ядовитая, то там это ядовитая, совсем ядовитая история и экономически, и в военном смысле, и опять стрелять в религиозный праздник, да? Ну, то есть, то в религиозный праздник, там, убийство высшего в этот месяц, да, Рамадан, теперь вот Курбан-Байрам, и вот это все, конечно, очень бьет и поджигает этот Ближний Восток, ровно как и Биби, которые вот атакуют Хизбаллу. В общем, все надеются на это соглашение, но пока все надеются на это соглашение, что там будет, все пока вот выясняют. Внезапно Трамп совершил визит в Индию и в Ереван. Представляете? И там они подписали соглашение по редкоземам, а также маршрут Трампа будут строить. В ходе визита Рубио в Ереван подписали рамочное соглашение о том, что стратегическое партнерство по реализации проекта железной дороги, которая должна соединить основную территорию Азербайджана и через армянский Суник с азербайджанским анклавом Нахичевани, а дальше в Турцию. Азербайджан уже давно настаивает на строительстве этой магистрали, однако до недавнего времени Армения отказывалась реализовать, опасаясь, что это может привести к утрате суверенитета над регионом. Однако в августе 25-го тогда Пашинян и Алиев приехали к Трампу, подписали ряд мирных соглашений и дали этому старт. И вот поехал Рубио, и маршрут Трампа, так сказать, будут строить. Соглашение со стороны Армении подписал глава МИД Армении Арарат Мирзоян. По словам Рубио, соглашение является огромным шагом по воплощению маршрута в реальность, достижению мира и увеличению процветания Армении, региона в целом, и добавляет, что в Вашингтоне уделяет этому проекту большое внимание, и президент Трамп считает его одним из своих важных достижений в ходе своего второго президентского срока.
Слушайте, ну еще бы так вот с Кавказом, за Кавказьем поступить, конечно, это достижение. Ну и заодно, чтобы раньше, ну там 2 раза не вставать, редкоземельные металлы подписали. Вот так вот это выглядело. Вот он этот Мирзоян. Все хорошо, сосредоточены, работают на победу Пашиняна. И Армения после этих подписей отправляется в число стран, с очередными соглашениями. С Индией тоже Рубио. У Индии, кстати, у Рубио нормальные визиты. Что в Армению, что там везде. Если по ископаемым, все там у них предварительно, редкоземы и так далее. А в чем проблема, спросите? Ну, вот я вчера шум заканчивал, и вышла новость. Сегодня более расширенно посмотрели. Они отстреляли настолько много на Ближнем Востоке американцы, что у них даже вольфрама не хватает. Понимаете? Ну, то есть не хватает. И надо срочно брать другие редкоземы. Потому что редкоземы — это не только новые технологии, точнее как, это и новые технологии, и оружие. Вот это новое оружие превосходства. А пока нет оружия превосходства, пока нет новых технологий, нужно пешком пробираться, как вот Нетаньяху, выжидая момент геополитически удобный, так сказать, вырываться вперед. Что Украина? А Украине саммиты, форумы, встречи, все прекрасно. Зеленский борется за европейский образ жизни. Так і говорить на этом саміті городов. Ми ніколи не покладались тільки на відносини між лідерами країн. І тільки на думки та рішення цього рівня лідерів для нас завжди було дуже важливим, що думають суспільства. Суспільства думають про те, що відбувається, і чи відчувають звичайні люди, заради чого ми боремось в широкому сенсі, чи відчувають вони, за що ми боремось тут в Україні, і що загрожує іншим, якщо Україна не витримала б. Не вытримала б. То есть он о людях думает, об общественном мнении. 1000 голов Геббельса работают не только внутри страны, но и снаружи. А как же? То есть мы всегда обращаем внимание на то, что думают о нас в обществах. І це відчуття спільної загрози і спільного завдання захистити життя. І наш європейський вибір, європейський спосіб життя. Це відчуття об'єднало і лідерів країн, і багатьох інших політичних лідерів в країнах-партнерах, громадських лідерів, бізнес-спільноту, медійників та культурних діячів. Тема с 1000 головами, почему ее сразу внесли в СВР, там, смотрите, какая история. Это же принцип один и тот же. Ты берешь, ну, там, 1000 прикормленных каких-то там лидеров мнений, блогеров внутри страны, плюс-минус там авторитетных уважаемых экспертов или малоуважаемых, но ярких. Ты их всех как бы берешь, сажаешь на какую-то зарплатку или на, ну, кто-то говорит, там, бутылку, ну, в общем, под угрозой уголовных дел, под угрозой, или там, в общем, берешь от них зависимость, расписываются тебе кровью и вещают. Это же они проворачивают и с Европой. Даже организуя вот такие саммиты во время опаснейших дней. Просто вот только-только. А вот тут там он встретился с президентом французского города Гавр. Еще какие-то города. И мы нацелены, чтобы европейский образ жизни вести. А головне, з нами були і є думки справді мільйонів людей в різних країнах, в різних частинах світу. Але передусім в Європі, бо це війна Росії. Что-то Сибига плохо выглядит, что-то как-то, да. И, в общем, 1000 голов европейских, желательно какого-то начальства, да, бюрократов, начальства. Вот это вот все, принцип один и тот же. Росії в Європі проти України і проти Європи. Против Украины, против Европы. В общем, мы должны объединиться перед общей угрозой. Нормальная история. И сразу Политико выдает сегодня же материал. Очень увлекательный. Страны Балтии хотят закупать у Украины бомбоубежище. Прибалтийские страны все серьезнее опасаются сценария, при котором массированные атаки беспилотников могут перегрузить ПВО. Поэтому литовские и другие балтийские компании уже ведут переговоры с украинскими производителями о закупке бомбоубежищ, систем гражданской защиты. Новая реальность, заявляет министр обороны Литвы Робертас Каунас. Говорит,
мы сталкиваемся, и нам нужно адаптироваться. Кроме того, в Литве начал меняться рынок недвижимости и городская инфраструктура, все подвалы, все чаще рекламируют их, что там есть потенциальное бомбоубежище на случай войны. Война добралась до строительной сферы. Украина здесь, смотрите, а где же еще прибалтам взять? Где же балтийским странам взять вот эти бомбоубежища? Это же надо иметь возможность, это же надо иметь там, что там, песок, цемент, вот это бетон замешать, в коробки эти поставить или там оборудовать что-то. У Украины проще купить. А почему? Вот как вы думаете, это очень дорого сделать бетонную коробку, укрепить там каким-то образом? Да люди, вот я знаю, в Киевской области знакомые, они себе вот с этим за эти 4 года уже выкопали конкретно, скажем так, в огороде, да, или там на участке, выкопали себе яму, сами они это делают. А Прибалтика должна закупать, понимаете? Они моют деньги на угрозе войны. И делают это, не стесняясь, под личиной и под там, возгласы тысячи голов евро-геббельсов, которые говорят, что вот сейчас война, все, давайте. Тихановскую заметили на этом, да? Ну, то есть она вчера приехала, а сегодня вот с Зеленским. Я думал, ну, может, не встретиться лично. Ну, вот так вот посидит, она там, конечно, он там что-то скажет про Беларусь, будет таким приложением к тому. Нет, была прям личная встреча. То есть она с ним по-белорусски тут кивает и думает, что это английский, понимаете? Но они встретились. Вот эта встреча на Эльбе, вот будущее, вот, так сказать, смотрите, непонятно кто, непонятно что, скажем так, из себя представляющая Тихановская, которую уже как бы забыли, ее вернули, и вот она встречается, и вот они думают, как европейцев, что делать? Крутить, доить на деньги. По поводу Тихановской, она съездила в Чернобыль. Реально, поехала в Чернобыль, там флаг подняли вот этот красно-белый, надела вот эту как бы шапочку, белый халат, походила, посмотрела, что она там высматривала. Последствия удара непонятного дрона, вот того одного, который, оказывается, потом беды еще делал полгода, и после там есть риски для конструкции. Ну, то есть она говорит, вот это вот наше общее, мы должны сообща. То есть странно как-то выглядело. Ну и с военными уже сегодня тоже повстречалась. Белорусскими, которые воюют на стороне Украины. Она вручила медали доброохотникам, добровольцам, которые медали. Что за медали? І ми бачимо, що на даний момент ситуація у Україні ескалюється, що ці вучення з арешником, з ядерною зброєю, вони впливають на те, як сприймають нашу країну. І, звісно, це наша стратегічна мета разом з українським боком. Зробити все можливе, щоб Лукашенко не втягнув людей в цю війну подманом, не подманом, загадом. Минута молчания. Лукашенко тянет людей в эту войну. Вот это все, это наша проблема. А что за медали? На Алиэкспресс куплены? Ми маємо разом давати так, щоб Білорусь завжди залишалась незалежною, суверенною, демократичною державою, дружньою до України. То за вашу, за нашу свободу. Живе Білорусь, слава Україні! Все. И спели с кулачком у сердца. Вот нормально съездила, медальки вручила, все хорошо. А Зеленскому как приятно на этом же форуме с трибунки отметить. А? Пошутить над Лукашенко по этому поводу. Сьогодні тут на саміті представники багатьох країн, партнерських, дружніх країн, представники Польщі, Франції, Австрії, Румунії, Норвегії, Німеччини, Португалії, Італії, Балтійських наших друзів, Латвії, Естонії та Литви, Угорщини. Сьогодні тут мер Будапешту, столиці. Я сподіваюся, що ми обов'язково вирівнюємо відносини між нашими країнами. Я впевнений в цьому. Це для всіх дуже важливо. Так улыбаются, да. Вот сейчас мы как выровняем отношения. Слышите, вот это я понимаю. Вот это жест, вот это шаг. Это они отношения выравнивают, это они мир строят. І в нашому регіоні, і ми бачимо в Європі загалом. І тут з нами
зараз також представники Швеції, представники Чехії, Словаччини. Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Какой юмор, смотрите, какой благодарный зритель. Как они улыбаются, как тонко. Лукашенко сказал, что нужно встретиться президентом Украины и Беларуси. Самое интересное, что у одного, что у второй прав, ну просто громадье, и примерно одинаковое количество на то, чтобы быть президентом. Один пересидент, вторая вообще не пойми кто. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Добил шутягу, добил, так на нее смотрят, так, ну давай, ну посмейся еще, ну посмейся, растрогайся. Какой трогательный момент, это же просто что-то. Слушайте, ну пора возвращать комика назад. Радий вас бачити, Світлана. Че еще бы? І також у нас наші друзі, представники Бельгії, Британії, Фінляндії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, 1000 голов, я ж вам говорю. 1000 голов. Все вот против России, только под другим соусом. Это же, помните, вот это вот, как это, формула мира, да? В Швейцарии вот эти все фотографии, там где Ермак посредине был, Ермак. Да, вот это же, это вот это примерно и есть. Вот это у нас тут представители оттуда. Вот этой отдельную шуточку, вот это вот все. Классный такой. Даром только как в Comedy Club не разговаривает с гостями, понимаете, мероприятия. Ну, как-то вот так. И тут сразу вот эти все, вот этот сам визит Тихановской сразу обрастает необыкновенными комментариями таких же голов Геббельса. Сенсация, на мой взгляд. Мне кажется, что сегодня у нас в Генштабе и на высшем политическом уровне рассматривается вариант превентивного удара по Беларуси. Ага. Михаил Шинтельман, без украинского паспорта, но проживающий в Киеве, из Израиля, в Москве учился, эксперт, обозреватель, ну, в общем, как положено. Говорит, рассматривается превентивный удар по Беларуси. И когда я говорю превентивного удара, я не имею в виду дроны по Мозырскому НПЗ. Я имею в виду заход украинских войск на территорию Беларуси. Это я сейчас говорю впервые, я нигде про это не рассказывал, поэтому слушайте и потом не говорите, что вы не слышали. Шок, сенсация. Если вы не слышали, обязательно, услышьте. Заход вооруженных сил Украины в Беларусь. Это инсайт впервые звучит. Я не утверждаю, что этот план обязательно будет реализован. Но я утверждаю, я думаю, предполагаю, что он есть. И поэтому мы приглашаем Тихановскую. И поэтому мы так жестко разговариваем с Лукашенко. И поэтому мы так открыто говорим, что Лукашенко готовит на нас нападение и так далее, и так далее. И я думаю, что этот план уже поддержан некоторыми западными лидерами. Не всеми, но некоторыми, мне кажется, поддержан. Ну, он же перечислял. Да, не всеми поддержан план захода в Беларусь. Но он же там, смотрите, с нами финны, вот и оттуда, и Бельгия, и все. Ну, то есть нормально все, складно поет. Ну, давайте рассудим здраво. Вот здраво, давайте здраво рассудим. Нам еще, как мы можем внести перелом в войну? Россияне всерьез задумываются о том, чтобы внести перелом в войну тем, чтобы начать наступление с севера, из Беларуси на нас, как они наступали в 22 году. Мы к этому готовы, там стоит множество наших войск. Российских там пока в большом количестве нет. Ну, вообще, в общем, нет. Для наступления у них нет там войск. Поэтому я не говорю, что завтра они начнут на нас наступать. Но почему мы-то не начнем? У нас войска там есть. Они охраняют границу, они в большом количестве реально. И мы вынуждены там держать большое количество войск. Потому что мы не знаем, что взбредет в голову Лукашенко. А теперь представьте на секунду другую ситуацию. Да, почему у меня появилась эта идея? Потому что неделю назад Зеленский говорит, мы имеем право нанести превентивный удар по Беларуси, а сегодня приезжает Тихановская. А если предположить, что Тихановская, как законный президент Беларуси, попросит Украину ввести войска для поддержания конституционного порядка в Беларуси. Конституционный порядок — это в смысле против вот тех людей, самозахватчиков, которые захватили ее Лукашенко, всяких Хрюкиных или как там их министра обороны зовут.
И Украина откликнется на эту просьбу о вводе войск, так как есть легитимный президент. Светлана Тихановская признана многими в мире. Ее просто не называют словом президент, но она признана, с ней встречаются мировые лидеры. И вот если она просит, подпишет указ, прошу ввести украинские войска на территорию Беларуси. Возможность сейчас зайти у нас в Беларуси есть, пока там нет много россиян. Возможность, представьте себе, обойти оборонительные линии россиян и зайти через Смоленскую область в Российскую Федерацию. Это будет не Курск-2, это будет еще гораздо круче. Смотрите, он пошел дальше. Тихановская подписывает, она же действующий президент, что она просит ввести войска. Ну, такая схема, там, с Приднестровьем об этом говорили, Санду ломали на это. Такая Санду, хотя бы она хоть при какой-то власти, да, там она хоть со скрипом, но хоть она что-то из себя представляет в плане легитимности. Да, я знаю, там, понятно, специфика молдавских выборов. А тут мы видим вообще, ну, но мы заходим в Беларусь, а потом в Смоленскую, ну, тут как бы полет фантазии, оцените масштаб. Или просто даже если для начала... Просто вот представьте себе на секунду, что мы взяли, зашли в Беларусь и выстроили наши войска вдоль границы с россиянами. Вот там, где Смоленская область, Псковская область, Брянская область. Просто не заходили даже в Россию. Россиянам придется убрать кучу войск с фронта, чтобы выстраивать там оборону. То есть сегодня наша оборона стоит на севере Беларуси. Сегодня на севере Беларуси стоят наши... на севере Украины, на юге Беларуси стоят наши войска. А завтра представьте себе, что мы заходим и занимаем рубежи между... от как бы нашей тройной границы до границы с Латвией, туда до Даугавпилса, условно говоря. На Латвию, на Даугавпилс горит. Вот это масштаб, слушайте. И тогда уже россиянам надо стягивать силы, чтобы обороняться. Это если мы не заходим в Смоленскую область. Это может привести к настоящему перелому в войне. А теперь вопрос легитимности. А все легитимно. Беларусь участник войны. С территории Беларуси заходила к нам российская армия. С территории Беларуси по нам били ракетами, по нам били, оттуда взлетали самолеты, авиация, которая стреляла по нам. Поэтому мы имеем право использовать территорию Беларуси. Это законная территория войны. Армия Беларуси слаба, просто на порядок слабее нашей, поэтому не о чем там сильно говорить. Мне кажется, такой план у нас есть. И сейчас идет обсуждение этого плана вот с такими людьми, как Ступ, с такими людьми, как министр обороны Норвегии, который сегодня приехал и специально ездил прямо на передовые рубежи, посмотреть, что у нас там происходит. С северным, назовем это Северный альянс, с альянсом Скандинавии, стран Балтии, возможно, Польши. Страны Балтии и Польши сидят сегодня под риском каждый день, что на них нападут россияне из Беларуси. Это прямо ежедневный для них риск, то, что вы слышали у Ивана Яковины. Если мы им предложим вариант, а давайте мы впятером берем Беларусь под контроль, поляки, мы, Латвия, Литва, Эстония, по просьбе законного президента Светланы Тихановской. Вот так вот. И тогда все проблемы исчезают. Слушайте, это гениальнейшая история. Это просто, я считаю, представляете, впятером поляки, прибалты, украинцы захватывают Беларусь, выстраиваются по границе, угрожают России, но это прям нечто. Я считаю, что по этому поводу надо отдельно, и я бы так даже сказал, экспертно пошуметь, ровно как и по поводу, ну, неужели для этого привезли Тихановскую? Поговорим с Василием Вакаровым, он с нами на прямой связи прямо сейчас. Василий, здравствуйте, приветствую вас в шуме. Здравствуйте, Александр. Доброго времени суток всем. Привет всем. Да, ну что? Давайте шуметь. Давайте пошумим. Слушайте, ну это прям очень шумно выглядит. Вот тут мы говорим, Тихановская, там, да кто она такая, да что это все, чтобы подразнить Россию, всех подразнить. А нет, гляньте, как вот рассказывают про офисные эксперты, политобозреватели, вот Шейтельман, даже вот одной национальности с Зеленским. Смотрите, какая классная картина. То есть заходим, берем Беларусь под контроль, выстраиваемся на границе, и все, Россия повержена. Фронт рушится украинский, и это прям перелом в войне. Я думаю, знаете, Александр, а не для этого ли Зеленский сегодня собрал глав фракций украинского парламента? Ведь, мы понимаем с вами, что Конституция поругана, но, тем не менее, сегодняшнее событие, вот это вот, значит, впервые за 7 лет правления Зеленского, законного, не закон, но впервые за 7 лет Зеленский собрал глав фракций. А я, понимаете, Александр, я вот, ну, как бы у меня есть такая слабость, я не знаю, комплекс. Я по образованию юрист, то есть я заканчивал Киевский университет, Красный корпус, значит, Национальный университет. И
как бы вот, будучи юристом, я все-таки смотрю Конституцию Украины. И Конституция Украины говорит, что есть статья определенная, очень четкая, которая говорит, что перед какими-то значительными событиями, политическими событиями, президент страны должен собрать всех глав парламента и с ними обсудить текущую ситуацию. Может быть, наверное, я, конечно, терялся в догадках, но может быть, чем черт не шутит, может быть, они вместе с, значит, Тихановской решили объявить войну Белоруссии, пройти фронтом, как вы сказали, да, объединиться вместе с прибалтийскими государствами, и что? А вот это вот и что, мне кажется, он и обсуждал с главными фракциями. Шутка и не шутка вот в чем заключается. Зеленский, понимаете, как только Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки и начал свою деятельность, официальную деятельность, у меня такое впечатление, я начал разделять, я видел вот этот спарринг, какие-то параллельные линии. Два лидера демократического мира, Трамп и Зеленский. Но это так обозначил себя Зеленский. Конечно же, конечно. Почему мы с вами забыли, что именно тот вот скандал в феврале того еще года, Зеленский именно сражался с Трампом. После этого его принял король Британии. То есть он же приехал в Британию, король его принял. И таким образом Зеленского повесили на фланг. И смотрите, в чем я пытаюсь закончить свою мысль. Если Трамп может украсть президента Венесуэлы, то почему, то есть Трамп ворует, а Зеленский понтует? Почему же он на понтах, объявив, она же сама объявилась лидером Белоруссии, да, Тихановская, почему же вместе с ней Зеленский не может заключить эту сделку и по понтами прогнать вот всю эту шнягу? Я прошу прощения за такое выражение, но именно поэтому как бы у меня складывается такое виртуальное или, я не знаю, даже это не информационное, но вот это вот такая параллель, потому что если Трампу можно украсть президента и назначить кого-то лидером, то почему у Зеленского не может получиться наоборот? Он не признает президента Лукашенко, хотя он сам нелегитимный. И вот он нелегитимный, с непонятно какой, с какой упавшей Тихановской заключает эту сделку. Смотрите, в чем тут разница. Разница в том, что между территорией Украины и Белоруссии 1000 километров границы. И эта граница, это Полесье, это леса, которым сотни лет. В этих лесах еще там много болот. И там, кто там в лесах, куда движутся люди в этих лесах, Зеленский не видит. И вооруженные силы Украины не видят. Это не беспилотники, это реальная картина. И если Зеленский понтуется с Тихановской, он не воссоединится с Прибалтикой, потому что в этих лесах могут быть белорусские партизаны, российские партизаны, украинские партизаны. И вообще, вдруг там обнаружатся, например, там северокорейские партизаны или боливийские, или какие-то еще. Поэтому Зеленский не учитывает этого фактора. И поэтому, и как бы, чтобы он не хотел, как бы он не хотел дернуться в этих лесах, он может найти и сам себе могилу, и похоронить всех тех, кто туда дернется. Ну вот такой у меня пока что, вот знаете, ответ на вот ваш такой вот вопрос или на ту ситуацию, которая происходит. Ответ может показаться таким, знаете, как бы тоже понтовым или как бы не совсем политически обоснованным. А я как эксперт иначе не могу обосновать ту позицию, как ведет себя Зеленский и на что он обрекает и почему он зазывает вот этот конфликт даже не на территорию Украины, даже не на вооруженные силы Украины, а на украинцев, на тех людей, которые еще проживают на нашей ненте. Василий Дмитриевич, я вот начал, и специально вот такой характер начала шума, поставьте лайк, кто смотрит с самого начала эфир, с очень таких, ну вот этих вот версий.
Ну вот там турецким товарищам передали партнеры по НАТО, аналитические записки, всякие разные. Они называли очень интересные поводы, когда Россия серьезно топнула ножкой и сказала, мы бахнем ядеркой. Назывался «Заход в Крым» в самом начале войны, планировавшийся с 25 по 29 февраля. Но это так пишут они, это я не выдумываю. Да. То есть заход в Крым ВСУ, то есть бросок в Крым, и тогда сказали, будем бить. 25-й год, когда любой контингент с войск НАТО, а помните, все с каждого утюга кричали? Конечно. То есть... Коалиция обожающих. Вот, когда только это все... Конечно. Макрон карты там рисовал, Да, показывал, да. все. Сказали, под любым видом будем бить ядеркой. А сейчас... Старобельск, при всем ужасе того что произошло, по мнению этих аналитиков, выглядит не так. Так я тогда продолжу эту линию. Ну, это абсолютно на предположениях, на каких-то, ну, скажем так, высказываниях, на каких-то записках, да, аналитических. Так сейчас говорят, это прям тоже реальная ситуация, когда будет применено, ну, как бы дали понять россияне с белорусами, учения провели, все как положено, что будет применяться ядерное оружие. Не по этому ли поводу захвата Беларуси? И важный момент. Вот эти регулярные обстрелы Киева, о которых сейчас все говорят, получается, тоже заиграли в новом свете. И Киев становится не просто там столицей государства, там, потужностью, незламностью славящейся, а становится, ну, городом обеспечения, прифронтовым таким очень серьезным хабом. Александр, знаете, Старобельск для меня лично это трагедия учителей. Мы говорим дети, мы говорим девочки, но там 19-21-летние студентки, которые осознанно выбрали для себя профессию учителем, стать педагогом. Поскольку я просто нашим зрителям скажу, что напомню, а кто не знает, скажу, что я родом из Закарпатья. Это самый западный регион Украинской Советской Социалистической Республики. Мне бабушка рассказывала о том, что когда закончилась Великая Отечественная война, на Западную Украину из Харькова, из Луганска, Донецка, Днепропетровска, Одессы отправили на Западную Украину учителей и врачей в первую очередь. Зачем? Затем, чтобы образовывать тех людей, потому что там, ну ладно, во Львове была часть образованных людей, а остальные в селах-то, собственно говоря, были, ну, в основном необразованные. Так было, люди. И учителя, которые приезжали из Восточной и Южной Украины, они, ну так Советский Союз, так руководители решили образовывать население. Да, их учили писать, читать. В начале этих педагогов, этих учителей, а они были такими же девочками. Ну, 21, 22, 5 максимум летних учителей, которые вот занимались с детьми там у Стрию, в Ивано-Франківській области, в Тернопільській области, на Волыни. Они учили их буквами, азами образования. Все сначала было неплохо. 46-47 год, вроде бы, да, потому что дети приходили со школ, все было хорошо. Но потом кто-то от мельниковцы ли, террористических, или там бандеровцы ли, начали задавать себе вопросы. А вот наши дети, они грамотные, а на якій мове их вчать? Оказывается, на русском языке. И что они начали делать? Они устраивали убийство этих педагогов, молоденьких девочек, которые образовывали их детей. Потому что они принесли русский язык, они принесли русскую культуру. Это же была часть мировой культуры, да? Но им это не подходило. И они мстили, я имею в виду и бандеровцы, и мельниковцы, мстили и убивали этих педагогов ночью. Ровно такую же акцию они устроили в ночь, когда тело Мельника, да, второго руководителя АУН, Организации украинских националистов, привозили на Украину. Это была акция, это была символическая акция, это была акция устрашения того всего, что называлось «вот вы к нам русских привозили, мы их уничтожили». А вот девочек, которых вы воспитываете, да, Старобельск, Александр, если я не прав, поправьте меня, это Луганская область, это тоже разнородная. Там есть часть греков, которые живут, часть армян, а часть людей, которые
разговаривали на украинском языке. То есть еще в той нашей хорошей Украине и Старобельске очень многие люди говорят на украинском языке. За что их убили? Их убили мельниковцы как своих. Это не чужие люди, это свои украинцы, которые разговаривают на украинской мове, но продались русским. И вот их нужно было убить. Эта связь идеологическая, убийство этих девочек, этих педагогов, это значит, что мы, как мы мстили с 46 по 54 год, да, вот мы сейчас мстим вам. И когда потом, после убийств Мельника и его жену привезли на Украину и похоронили их на понтоне славы, так называемой, да, в присутствии Зеленского, Стефанчука, то есть всех официальных властей Украины нынешней, под звуки маршев военных. И похоронили их там, где сейчас хоронят ВСУшников, которые воюют против России. Таким образом, Александр, это было объединение того духа Мельника, Бандеры, тех вот неонацистов с нынешними ВСУшниками. Все, Украина объединилась. Убийство этих 21 девочки, педагога, учителей, как я говорю, оно олицетворило связь убийств тех учителей, которые поднимали образование на Западной Украине, и теперешних педагогов, которые должны были нести дальше то, что они, чему их обучили. Вот эта связь меня наиболее торкнула, потому что Зеленский, Ющенко, ну и там Стефанчук, и там остальные, они говорят, они же пели гимн, где-то в сердце, вот так, да, значит, пели гимн во славу Мельнику, во славу тем нацистам и теперешним неонацистам, которые это продолжили. Визит, скажем, вот этой белорусской женщины, она, в принципе, красивая женщина, ее используют. Что она делала в Киеве? Она посетила могилы тех белорусских вояков, которые сражаются, естественно, против российской армии. Вот эта связь смертей, идеологии, убийства учителей, мне кажется, и вы говорите, фронт на Крым, а давайте еще Крым, ну, там же тоже русские живут. Вопрос у меня один. А зачем убивать своих людей для того, чтобы якобы их освобождать? В Крыму живут русские, украинцы. В Крыму украинский язык один из государственных, пожалуйста. В Луганске и Донецке один из языков украинский, пожалуйста. В Белоруссии живут, ну, по моим подсчетам, от 250 до 300 тысяч граждан Украины, которые сбежали от войны. Зачем переводить войну на Беларусь? Что хочет Зеленский сделать? Что хочет он в военном плане сделать и что он может? Вообще ничего. С военного плана ничего не понятно. Еще один такой момент, потому что это действительно вопрос дня. Значит, нам рассказывают о том, что перерезан сухопутный коридор на Крым, азовцы дронами теперь достают, middle strike, новое слово ввели, типа средние дистанции, показывают фуры разбитые, показывают все. Ну, то есть, и вообще 500 квадратных километров как где-то взяли на карте, показали, что освободили. То есть, все хорошо на фронте. Класс. То есть, отлично. Вот сейчас и Беларусь мы вообще можем там стереть в порошок. Но на севере сначала города, крепости с кольцами обороны. Ковель, там, Выжгород, это местные там, села, громады. Сегодня сообщили, что в Днепропетровской области все населенные пункты, у которого есть название город, тоже в круговую будут защищаться. Даже Одессу сегодня показали, что копают, но это всех успокаивает. Это не значит, что кто-то придет и там фронт посыпется. Хотя выглядит, если так по карте посмотреть, они ожидают, что фронт посыпется, что с Беларуси опять будет заход, причем там в Ровенскую и Волынскую область, и нужно будет круговую оборону применять к городам. Абсолютное несоответствие. Так у Зеленского все хорошо на фронте? Или все плохо на фронте? Вот вы задали вопрос, как говорится, не у брови в глаз. А пропаганда говорит о том, что все хорошо. А по существу
я такой человек, знаете, я десятки раз бывал на атомных станциях Украины, когда-то занимался этим делом, и у меня такой вопрос по существу. А вот Ровенская атомная станция находится, ну, очень близко от территории Белоруссии. Она защищена? Она вот реально защищена? А вот связь между белорусской Ровенской атомной станцией, откуда передается электроэнергия высоковольтными линиями, специалисты знают. Дальше есть там трансформаторные подстанции, есть структура, которая дальше эту электроэнергию преобразует, и она попадает на Киев, и благодаря этому в части Киев с электричеством. А вот как вы считаете, вот Зеленский, и они не задают себе вопросом, что, а зачем нападать на Западную Украину, или зачем нападать на Украину, зачем делать вот эти значит, защиты? У меня ответ на этот вопрос очень простой. Нужны деньги, нужно попросить деньги от Европы, чтобы она дала деньги, и защитились от этих объектов. Потому что кроме распила денег у меня нет ответа разумного. Послушайте, удары, к сожалению, но удары российских вооруженных сил 24 мая, 25 мая, да, мы видим, что воздух над Украиной, он просто российский. Куда хотят ракеты российские, именно ракеты, куда хотят, туда они попадают. Куда хотели попасть Орешником, туда попали. Да, слава богу, что российское Министерство обороны и высшее военно-политическое руководство России не приняло решение о том, чтобы бить по Украине Орешником или другими носителями, которые были применены, с ядерной начинкой. Такого решения нету. Я не слышал. Более того, недавно, буквально на днях, я имел возможность задать вопросы, побеседовать с господином Карагановым. Сергей Александрович Караганов, тот человек, который на Украине говорят, что он самый большой, значит, ядерщик в Европе, его боятся. Вот он мне говорит, и не только мне, он говорит, послушайте, да, конечно же, Россия понимает, что театр военных действий сейчас переносится на Европу, европейские страны, поскольку там производятся беспилотники, поскольку оттуда угрожает России, и поэтому театр военных действий в Российской Федерации рассматривается, по крайней мере, с его слов как эксперта, это Европа. Зачем пугать украинцев, что с Белоруссии нападут? Зачем пугать украинцев, когда мы понимаем, я уже в начале эфира говорил, что там 1000 километров лесов, это зеленка, и Украина не видит, что там и как. Вот ответ мой о том, что распил денег, ну, он, по крайней мере, аргументирован. И, наконец, я не понимаю одного. Если даже руководители прибалтийских стран, европейские разведсообщества говорят, что они не видят нападения, они не видят реального, скажем, подготовки со стороны России на нападение на этих стран. И, наконец, если в Европе на следующей неделе будет саммит министров, значит, иностранных государств, и там будет подниматься вопрос, кто от Европы будет разговаривать с Россией. Ну, то есть, как бы, вот вы правильно начали тему, что если Украина так атакует, то зачем ей защищаться? Если европейские разведсообщества говорят, что не видят, значит, того, что Россия будет атаковать. Если Европа готовится к переговорам с Россией, чем, черт возьми, занимается Зеленский? Вот что у него, зачем он накручивает вот так вот украинское сообщество, причем вот изнутри, вот давайте защищаться. Когда, еще раз повторяю, весь воздух контролируется российской армией. Ответ у меня еще вот такой. Знаете, мне кажется, что Владимир Александрович, он находится в предстадии агонии, и все спикеры, которые его обслуживают, они качают эту тему. Качают. А мне кажется, что Зеленский сдулся, ну реально сдулся. И его вы как-то
Я смотрел один из ваших эфиров, мне так понравилось ваше сравнение. Я просто таким же был мальчиком, и мы вот в этих самых болотах когда-то играли с лягушками, ловили жаб и надували их. Вот вы вот так показали. Я прям, знаете, думаю, ну его надувают. Александр, ну его надувают. Надувают, и такое впечатление, у него такие глаза огромные, говорит, алярм, значит, на нас нападут, но мы должны напасть. Какой-то, ну реально, какой-то шум от сумасшедшего Зеленского мы слышим. Этим я бы хотел закончить свой анализ. Знаете, Василий Дмитриевич, мы когда вот этим занимались, жаб надували, очень важно было правильно ее взять в руки, потому что если 100%. Да. она там помочится тебе на руки, то потом не очень приятно, понимаете? Поэтому тут тоже... Воняет так долго. Тут такой момент. Василий Вакаров пошумел немного с нами. Спасибо вам большое за включение в столь поздний час. Обязательно до встречи и всего хорошего. Доброй ночи вам. До свидания. Доброй ночи всем. Друзья, переходим, скажем так, к дальнейшим нашим шумным вещам. И спасибо большое, что в чате вот реагируете на вот такое нововведение. Вчера же вы не писали, а где же вот это ваше нововведение? Тут, пожалуйста, пошумели еще и с Вакаровым сегодня. Спасибо большое. Ставьте лайки, если садисты пишут, садисты с жабами. Ну, все это делали, понимаете? Ну, при чем здесь садисты? Продолжаем, друзья, шуметь и, собственно, продолжим тему Беларуси. Вообще, конечно, вот, знаете, вот все думают, что вот все так будет легко, все так будет хорошо, все так вот вообще замечательно. Ну, то есть, как бы вот Романенко, украинский политолог, вообще говорит, что Беларусь не выживет. Белорусов постараются настроить, чтобы разменять их. Ну, я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает, я уже об этом в одном из эфиров говорил, моноэфиров, что для белорусов все может закончиться очень печально, потому что вовлечение Беларусь на этом этапе в войну, в том формате даже, который был в начале широкомасштабки, когда Беларусь пропустила через свою территорию войска, и с ее территории ракеты летели там и все остальное. С учетом того, что насколько изменилась Украина, для Беларуси будет херово. И это означает, что свой ограниченный ПВО Россия должна будет перекидывать и на Беларусь для того, чтобы ее прикрыть. А это означает, что этот ПВО все равно будет ограничен. И это означает, что Украина будет бить в тех местах, где она эти места прекрасно знает. Где тонко. И там будет рваться. Все. И ничего хорошего из этого для Беларуси просто не будет. Потому что она под боком Украины, она насквозь простреливается. Она простреливается даже средними дронами, там, да, которые летят там на 400-500 километров, мидл-страйки так называемые, на 150, на 200 километров. То есть 200 километров – это уже середина Беларуси. Под угрозой окажется все. Логистика, заводы. Тем более, что у нее не так много заводов, которые критичны для ее ВВП. Выбиваешь 2 завода в Новополоцке и в Мозыре, выбиваешь завод калийных удобрений, и ты уже там 40-50% ВВП, считай, выбил. Ну вот и все, ВВП, понимаете? То есть все считают, ВВП. А Украины какое ВВП? Что там за производство? Украинцы не считают, понимаете? Тут главное, смотрите, вот раз парализовали, ВВП выбили, или как Шейтерман, стали по границе со Смоленской областью, в Смоленскую область вошли, вот это я понимаю, вот это нормальный перелом в войне. Фронт посыпался, защититься России нечем, они же такие слабые. Так и круговая оборона зачем, понимаете? Поддерживает эту всю, как бы, ахинею Мадьяр, руководитель, Бровди который, да, птахи Мадьяра. Тут вообще говорит, что, значит, он реагирует очень интересно на российского оппозиционера Коха. Говорит, держите меня семеро, то есть себя не ручаюсь, просто раньше мы били слабо, теперь будем бить сильно, они посыпятся, в общем, ничего нового, в общем, расшифровывают, как бы пишет Мадьяр, Путина Альфред Кох. Значит, читаю Коха, Мадьяр читает регулярно, он все строит на цифрах, аналитический дядька, симпатик Украины, но не украинофил. Его самое острое утверждение по базовой аналитической позиции: вы хотели эту войну, вы ее получили. Не удержался, хотя и прагматик бывает. И, в общем, там Лаврушкин, Рубио били слабо, будем бить сильно, говорит, антилопа, из-под копыт которой, в общем, из-за нефтяного копытца которого вылетают деньги, мы, в общем, обращается к своим, дает там в доразведку, пожалуйста, информацию. Значит, побратимам нужно сложить раму и заколоть золотую эту антилопу, демонтаж вот этого ВПК.
детокс червяка, наращивание. В общем-то, вот так вот он общается. Да? 50 тысяч в месяц надо убивать россиян, математика от Мадяра, ПВО выбивать. И в конце говорит: минскому гауляйтеру Лукашенко. Пес, который лает, не кусает. Птица, птах, дикий, не такой. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатная и очень практическая рекомендация: не лезь в глаза Украины. То есть Мадяр фактически угрожает Лукашенко уже публично в том, что первые 500 целей на карандаше, и все хорошо. Но вот, понимаете, вот это тоже как вот из обезьяны стали человеком, да, вот эти вот неандертальцы. То есть вот есть Кох, анализирует, да, есть Мадяр, который читает Коха, хотя Кох разрывает Зеленского в принципе, да, как в тузик грелку, я имею в виду политически и информационно. А есть Фейгин, понимаете? Тот вообще говорит, что убьют Лукашенко. Никто не будет париться по поводу убить или не убить Лукашенко. Украина его уже предупредила. Любая попытка нападения, он главный мишень. Его убьют. Дроны и ракеты полетят прямо в его резиденции, во всех. И тут иллюзий питать не надо. И я думаю, я-то уверен, что Лукашенко иллюзий не питает. Он прекрасно дает себе отчет, что с ним разберутся. То есть такого не будет, что я тут ни при чем. Разбирайтесь с Москвой, а вот с моей территории опять бучу устроили. Или же, так сказать, в Литве кого-то убили граждан. Да кто ж такое позволит? Не дотянутся до Путина, до Лукашенко дотянутся. И с этой точки зрения Украина-то вообще цацкаться не будет. Это сразу любое пересечение границы любыми войсками, российскими, белорусскими, все, конец. А украинскими тоже будет конец. Все видите, как разворачивают ситуацию? Это Украина, это как бы к Беларуси близка Украина, так а Украина тоже близка к Беларуси. То есть наоборот. То есть что будет, если откроется еще фронт, никто нам не говорит. Но этого не надо никому знать. Лукашенко, значит, убить, вот это все разбомбить. Нормальный такой дискурс от российских оппозиционеров, любящих Украину, и, может быть, даже с украинским паспортом. Хотя у Невзорова точно есть, я этого не знаю. Нет, наверное, украинского паспорта, но ездящего в Украину на передовую и постоянно, скажем так, бывающего вот на передке, да. Ну, как в Югославии у него есть там фотографии, гуляют по интернету. Правда, неправда, сказать сложно, но тем не менее. То есть вы понимаете, какой накал страстей? Какой накал страстей? Ну и внутри Беларуси тоже там подбрасывают пищи для ума. Вот один из белорусских блогеров рассказал увлекательную историю. Значит, здесь объективно тревожные поступают звоночки. Потому что в Беларусь, в мой родной город Витебск, тайно приезжали дипломаты европейские. И они здесь встречались с бизнесменами местными, ну, которые более всего успешны там в разных областях. Безусловно, официальная позиция у них приезда была такая, что как бы они приехали там налаживать мосты, мол, несмотря на санкции, мы все равно можем сотрудничать. Но на самом деле приезжали они для того, чтобы быть с этими бизнесменами на связи. Там, если что, они могли поделиться какой-нибудь информацией, там, туда-сюда, вот, по поводу выборов, там, недовольства, кого можно качать. Ну, и это уже мои сугубо домыслы, что, если что, там, ребята, вы же понимаете, у вас будет все хорошо, будете товары пихать в Европейский Союз, там, ну, при необходимости, если что, там бабки на переворот просто свои вложите, вот, и мы вам все, конечно же, вернем, и все будет красиво, и так далее. Это вышел там ролик у наших телевизионщиков, да, белорусских, они это все приехали, там их спрашивали, для чего вы здесь и так далее. Ну, короче, как бы цель ясна, и тревожный звоночек, это 100%, значит, к следующим выборам, это 100% они уже будут готовиться для того, чтобы попытаться Беларусь перевернуть. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Ну, конечно, нельзя, что расслабляться. Так тут Зеленский хочет быстрее все крутануть. Зеленский хочет все быстрее сделать. А по поводу россиян, кто скажет, ну, вот заход в Смоленскую область через Беларусь, нормальный план. А чего? Есть уже разведпризнаки, что к этому готовятся. Ну, во-первых, угроза Калининграду. Это потрясающе просто. Значит, товарищ, это глава МИД Литвы, Будрис, в интервью, там, ЛРТ, говорит следующее. Обсуждался миф о незащищенности балтийских стран, вызовах, которые якобы бросает нам Россия, которые мы не можем справиться с ними. Как Литва и балтийские страны, мы должны опровергнуть этот миф. Мы защищены, потому что будем бороться не только на своей территории, проблема не в Сувалском коридоре, а в тех силах, которые находятся в Калининграде. Мы должны убедить наших западных партнеров не видеть только мрачные сценарии. Это также связано с нашей инвестиционной привлекательностью.
Главное послание мы знаем, что делать, и не стоит паниковать. Мы справимся, когда придет время, говорит министр иностранных дел. Поэтому угроза атаковать Калининград при необходимости – это попытка показать, что Балтия может себя защитить. Представляете, как классно? Вот до этого договорилась вот эта прибалтийская политика. Вот именно до этого и договорилась. Но тут возникает еще один очень интересный момент. Значит, в сети публикуют видео Гамбургского университета. Там был форум логистики. Значит, в конце мая это все, в общем-то, проходило, то есть совсем недавно. На видео утверждается капитан Бундесвера Курт Леонардс. И рассказывает он о том, что, внимание, Европе уже сейчас нужно задуматься о том, что делать, когда попрут российские в массовом товарном количестве военнопленные на территорию, непосредственно на территорию Европейского Союза. Где их, ну как бы так выразиться, где их размещать? Когда приезжают тысячи военнопленных, их нужно куда-то размещать. Их нужно распределять по Германии, их нужно распределять по Европе. Возможно, сначала они прибудут в Германию, а потом будут распределены по Европе. Но нам сейчас нужны концепции, которые мы должны разработать, чтобы в ближайшие 3-4 года быть настолько убедительными в общей государственной обороне. Не только в военной обороноспособности, а именно в общей государственной обороне, чтобы риск для Путина, что нападение для него не будет успешным, был очень-очень высоким. То есть мы должны четко видеть и понимать, что, простите, пожалуйста, но немцы в шоке. Немцы реально в шоке. Они думают, что это какой-то искусственный интеллект, что это вброс, что это неправда, что это помойки какие-то распространяют. И, ну, если честно, то доверия к этому нет, потому что у Германии же концепция сдерживания. А если у тебя будет много пленных, то это, ну, как бы ты должен заходить на эту территорию. А как заходить? Через Беларусь, получается. И опять все сводится к этому. А что Зеленский рассказывает на этом форуме, в том числе и европейским гостям? Он вчера собирал фракцию, сегодня собирал все фракции депутатов. Масичук сегодня в эфире рассказывал. Вот одна из них была встреча с депутатами. Он говорит, он быстро хочет закончить войну. Звичайно, всі хочуть миру, тому президент сказав, що максимально всі зосереджені, вся команда президента зосереджена над тим, щоб найближчим часом прийти до ситуації справедливого миру, де будуть враховані ті умови, тобто думка України, без України це не повинно бути, але всі працюють над тим, щоб максимально швидкі терміни закінчити війну і прийти до миру. Ось те, про що говорить президент, і він закликав нас, щоб ми активізували свою роботу. Сьогодні зустрічається з представниками інших фракцій так само, для того, щоб ще раз підняти питання єдності, що найближчими місяцями нам потрібно всім максимально активізувати свою роботу. Нам потрібно збільшити кількість законопроєктів, які проходять через Верховну Раду, тому що зараз всі лишили політики, і зараз кожна фракція починає грати якісь свої політичні ігри, блокувати закони, які потрібні для того, щоб країна працювала, щоб наповнювати бюджет, нам потрібно підтримати військову систему, соціальну систему, економіку. Короче, ни о чем. В общем, надо, чтобы вы работали, надо все, надо вот, чтобы наполняли бюджет. Они взяли, провалили вот этот закон от МВФ об иностранных посылках сегодня, эти же депутаты. Ну, он и пытается с ними вот это вот что-то обсудить. Что-то такое. 7 лет не встречался с разными фракциями. 7 лет. А на самом форуме говорит, что, в общем-то, ПВО нет. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер 1. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад. А отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах. Україні надзвичайно допомагає відчувати, що ми у своєму захисті не наодинці. Люди і у вас, в ваших країнах, і у нас в Україні мають відчувати і надалі, що зло не виграє. І ми будемо дуже вам вдячними і надалі за кожен проєкт, спільний проєкт, за кожне сильне рішення, за кожен важливий крок, який допомагатиме нашій обороні, допомагатиме захисту наших міст і сіл від російських обстрілів, за вашу участь у відбудові України. Дайте денег.
Ну, это если коротко. Дайте денег на проекты, на ПВО, на ракеты, на все. Проект Фрея, дешевый Патриот, пожалуйста. Дайте денег на компанию с Міндічем афілірованою. І, будь ласка, будьте і надалі дієвими. Доля нашої і вашої свободи визначається Вашей свободы тоже так-то. Вы тут не думайте. Это наша свобода. А наша была наша, стала ваша. Была ваша, стала наша. тут, в Україні, у цій війні, в тому, яка система тут виграє, наша з вами, європейська чи московська. Европейская или московская, какая же система выиграет? Кто же знает? С точки зрения дипломатии, то есть, это, конечно, нечто. С точки зрения вот того, как это подается. Европейцы ответили. Вот, пожалуйста, это слабо, но миловидно выглядящая женщина говорит о том, что ЕС на призывы россиян эвакуировать посольство и дипломатов из Киева отказался. Анита Хиппер, представитель Еврокомиссии, говорит, что Брюссель наотрез отказывается вывозить сотрудников дипмиссии из украинской столицы. Вместе с тем указала, что ЕС намерен не только сохранить текущий дипломатический контингент, но и существенно усилить военную поддержку Украины. Представляете, какие хорошие сигналы? Как хорошо слышат европейцев. Европейцы слышат Зеленского. Медведев на это отреагировал в своем стиле. Европейский Союз заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждение России. Что ж, видимо, у них достаточно дипломатов, и им нужно сохранить численность. Достаточно, в принципе, дипломатов. Они будут увеличивать и поддержку, и все остальное. Поэтому Медведев как бы подчеркивает, что будут бить по Киеву. Вообще, это тема угроз для Киева в ближайшие 2 суток. Мэр Ивано-Франковска-Марцинкив, кстати, написал. Тот никогда не ошибается, почти как Зеленский. Или Зеленский почти как Марцинкив. Начинают трактовать по-разному. Вот, например, Кулеба. Він запрошує Трампа до розмови. Хочеш, щоб я цього не робив? Давай дотискай українців, щоб вони йшли мені, щоб вони переді мною капітулювали. Це не про поступки, це конкретно про капітуляцію, завуальовану під збалансоване рішення. То есть угроза ударов системных по Киеву — это приглашение Трампу, чтобы тот надавил на Украину и, собственно, был мир. Разобрали уже внешний вид Кулебы. Есть такой очень классный паблик о шмотках, о звездах, о тенденциях. Харли Квинн пишет, что записал в новой футболке, вот сколько она стоит, 129 евро, оранжевый цвет и очень похож на форму американских заключенных. Бренд Пола, Ральф Лорен, стоимость 129 евро. Кстати, долгожданная свадьба вот со своей собеседницей по Ютубу, где он рассказывает своей гражданской жене свои мнения. Видите, сегодня он один, она к свадьбе готовится, наверное. Не уже правильно, холостяцкий вечер. В общем, должна состояться сегодня вроде как эта свадьба, а Кулеба подает знаки вот этой формой для американских заключенных. Это как бы юмор, да, о нем тоже можно пошуметь. Но давайте честно, как реагирует Украина на это. Вот официальный спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий пишет, смеется над угрозами и, в общем, приводит варианты ответа, да, то есть к опросу. Опрос в чем? То есть, верите, что в эти угрозы или нет? Вот что причиной угрозы? И это алкоголизм, отчаяние, отсутствие креативности или все вместе взятое. Нормальный дипломат, нормальный опрос у себя в соцсети публикует. Вообще никто не обращает внимания на то, что Киев будут системно выбивать. Абсолютно. Только там редкие пользователи досмотрели, что условно, что вот на Лукьяновке не случайный прилет. Не особо случайный. 2 недели назад вакансии с бронированием, да, и полным соцпакетом. Те, кто ими интересовался, мог увидеть. Там свежие спутниковые снимки от Google. 2 недели назад опубликовало предприятие вакансии. Там фрезеровщик 4-6 разряда нужен был с 5-летним стажем. Токарь 5-6 разряда. Требования серьезные. Верстаки там какие-то модные. Сложная резьба и так далее. Большогабаритные детали, технические чертежи, все условия для бронирования.
И это все публикуют вот в интернете, вот приводят вот это, пожалуйста, 30-50 тысяч гривен зарплаты, фрезеровщик, токарь, пожалуйста, бронирование даем. Объявление дали. То есть ракета вот эта по Лукьяновке, по вот этому предприятию Артема прилетела по объявлению, понимаете? По объявлению. Вот и все, что нужно знать о том, как это все делается. То есть, смотрите, какая замечательная страна, да? То есть, Министерство иностранных дел и тихий спикер министерства не обеспокоен. Вот тут интересно, Гутерриш обеспокоен, сегодня Райтерс пишет, а тихий не обеспокоен. Пожалуйста. Вот я вчера вам показывал этого баяниста мальчика с чемоданом, чтобы денежку кидали. Все так. Привели на фоне квадрата, та же Лукьяновка. Вот сегодняшняя фотография Лукьяновки с подписью «Смотрите, рынок оживает». На фоне разбитых зданий, уничтоженного торгового центра и самого рынка повыходили бабушки, повыходили реализаторы, цветочки, помидорчики, вот это все. Смотрится, конечно, жутчайшим кровавым натюрмортом. Но все так приходят к жизни Лукьяновка. Да нет. А куда им деваться? Им надо выходить и продавать то, что у них есть, то, что они загружают, разгружают каждый день, чтобы люди купили тот или иной продукт. Но вернемся к дипломатии. Рябков комментирует ситуацию с американцами. А можно ли нам рассчитывать в ближайшее время на переговоры в формате Россия-США? Мы от этих переговоров не уходим. Мы строго придерживаемся тех рамок, которые были согласованы президентами в Анкоридже. Вопрос в том, готова ли американская администрация и далее играть роль значимую в наполнении этих рамок конкретикой. Я думаю, что контакты на высоких уровнях прояснят данный сюжет. В любом случае не от нас зависит то, как быстро пойдет реализация базовых договоренностей президентов. Слово за администрацией США. Все, мяч на вашей стороне. А что говорит администрация США? Мы удаляемся, придем потом. Мы удаляемся потом. Точно так же у него спрашивают, а как вообще... Ну, опять-таки, в сегодняшнем шуме я хочу донести, что при всем ужасе ситуации удары вот эти системные по Киеву и вообще угроза, удары ладно, но угроза ядерным оружием, которые сейчас якобы витают в воздухе, это не из-за Старобельска, это из-за каких-то других стратегических и важных планов, которые родились в европейских мозгах и украинском, скажем так, эгрегоре Банковой. Рябков тоже говорит и комментирует эти удары, возможные удары. После преступного деяния киевского режима в Старобельске, который по факту стал последней каплей, переполнившей чашу терпения, как об этом было заявлено МИДом, принято решение переходить к систематическим, сфокусированным ударам по соответствующим объектам в Киеве. Министерство обороны Российской Федерации, безусловно, выполнит этот приказ главнокомандующего. Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего, это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем со стороны НАТО, натовских стран. И учитывая ведущую роль США в этом альянсе, конечно, министр счел необходимым поставить в известность госсекретаря об этом решении. Ему также было сказано, что с учетом масштаба предстоящих акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучреждений США и других западных стран, ну и граждан этих стран из Киева. Вот смысл сигнала, который был направлен. Кроме того, обсуждались некоторые другие темы международные, не исключая Иран. Затрагивалась тематика двусторонних отношений. Периодические контакты между министром и госсекретарем согласовываются в зависимости от потребностей. Сейчас момент действительно острый. В отношении приезда высокопоставленных американских представителей к нам ничего сказать не могу. Договоренности на этот счет, насколько мне известно, пока нет. Ну, нет и нет, на нет и суда нет. В общем, в Москву Уитков с Кушнером не едут, предупредили об ударах. Рубио не осудил эти удары.
ну, эту программу, которую запускает Россия, говорит, нет, и пресса как-то немножко переполошилась, что значит ты не осудил? Обычно же, да, ну, должен был осудить, почему нет? О технической стороне вопроса этих ударов. Планирование массированных ударов по Украине требует от армии России сложной логистики. За ее подготовительными действиями следят украинские и американские разведки, пишет французская газета «Ля Монт». Чаще всего первыми признаками подготовки атаки становятся приготовление стратегической авиации. Необходимо, тут включают этот комментарий Игната, спикера воздушных сил, который говорит, что у нас нет ПВО. В общем, говорит, необходимо доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить с постоянных баз на 5 или 6 действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни. Также пообщались с военнослужащим ПВО Украины Русланом, который рассказал, что Украина знала об атаке 24 мая, ее масштабе, за 6 дней. То есть почти за неделю они знали. То есть это не ответ на Старобельск, это четко нам демонстрирует. Как сказал Рябков, Старобельск это как бы последняя типа капля. Да? Картина прояснилась с приближением даты, развертыванием кораблей, подлодок, самолетов. За 3 часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов. То есть Украина полностью читает Россию. Вот на что намекает Ля Монт. Кроме техники, во время удара Россия задействовала несколько десятков тысяч военных. Это операторы дронов, ракетчики, артиллеристы, сухопутные силы. Оценка их дислокации и боеготовности тоже позволяет спрогнозировать удар и масштаб. Ну, типа, откуда кто-то чего запустит, какими средствами. То есть все вроде как друг друга изучили. Но есть одно, вот это вот потаенное, это вот ядерное оружие. Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб. Большинство девочек. Это преступление против человечества. Оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных. Отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков. Как слушают депутаты председателя Госдумы, вы заметили? Видите, как сказку на ночь вот это все. Так вот это все наблюдают. Но тут суть того, что он говорит, вот это, кроме Старобельска, да, это то, что провоцирует на удар, уничтожающий напрочь. Женщин. Ответ должен быть жестким. Со своей стороны нам надо максимально всех депутатов европейских стран, у кого хотя бы капля совести осталась, призвать прекратить помогать террористам. Делать все для того. Смотрите, как с энтузиазмом слушают, что надо призвать депутатов помогать, не помогать украинской стороне. Для того, чтобы к ответу были привлечены те, кто отдавал приказы, те, кто наводил на колледж беспилотники. Это вопрос тем компаниям американским, которые позволяют киевскому режиму использовать спутниковую группировку. Тот же Илон Маск должен понимать, что его спутники используют для убийства детей. Его респектабельный образ отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. То есть опять, ядерный вопрос. Будем использовать это оружие. Получается опять за Старобельск. Но тут не совсем за Старобельск. Тут готовится нечто большее. Но, знаете, вот хорошо, что все-таки в Украине есть свои украинские эксперты. На вот эти все угрозы ядерным оружием, сделать из Киева безлюдное место, чтобы там никто не жил, чтобы он утонул там в фекалиях или там, наоборот, остался без воды, чтобы там невозможно было вообще находиться. Есть украинские медиа, украинские эксперты. Вот такой замечательный человек по коммунальной сфере, эксперт Попенко. Вот он четко все сказал. А в російських воєнних пабліках почали писати, що за місяць Київ буде непридатним для життя, ми його прикончимо, як вони пишуть. Ну, ми вже пам'ятаємо про Київ за 3 дні, а тепер є через місяць непридатним для життя. Взагалі, настільки це можливо? Знаєте, я хотів би росіянам відповісти. Ахуй вони білки бачили. Ну от хай вони там його шукають, а Київ буде непридатним. То есть видели гениталии белки? Вот там и ищите. И смотрите, как ведущему нравится. А он, видимо, интересовался, где там у белки геніталії. Вони там понапридумують всяка єресі, а потім ми це все бачно з вами в ефірі повинні транслювати і пояснювати. Нічого в них не вийде. Ми з вами зиму пережили.
От то був період, січень, лютий був настільки складний, настільки був жахливий, давайте скажемо. Мільйони людей сиділи без води, без електроенергії, без тепла. Величезна купа зруйнованих будинків. А влітку, що тут влітку? Можна, десь можна і на дачі відсидітися, десь можна і якось там і без води. І, в общем-то, влітку набагато легше прожити. Хоча теж певні є свої складнощі. Есть сложности, но летом легче. Поэтому нормально все. Ну их этих россиян. Что там они пишут? Вообще жизнь, вообще это прекрасная штука. Ну можно где-то без воды. А что, нет у тебя воды? Вон тебе строят вот вообще аквапарк. Если вас беспокоит жилищный вопрос, вам негде жить, или беспокоит война в стране, не расстраивайтесь. Вот в Ирпени на набережной скоро построят аквапарк, и можете туда ходить развлекаться. Жизнь, она продолжается, видите, налаживается. Не у вас, конечно, у вас так существование. Радуйтесь тому, что дают посмотреть, как другие живут. Постарайтесь просто не завидовать. Не завидуйте. А если что, вот аквапарк к вашим услугам. Ну нет воды, ну вообще легко. Зиму пережили, а тут вообще легкотня. Вообще ничего не сможет Россия. Не сможет, не получится. Не получится выбить весь Киев. Ну проблемы будут. Ничего страшного, все отремонтируется, все. Ну воды не будет, ну что, в аквапарк съездим, Ирпень, недалеко. Нормально. Война, а тут строят новую такую штуку. Классно. Вообще много чего строят в Украине. Вот Одесская область, там есть город такой Килия, да? Мэра хлопнули сегодня. Смотрите. Бегут, так сказать, врываются, все, СБУшники, полиция, все, лицом в пол, все, мэр, ты мэр, я мэр, все, до свидания. В чем виноват мэр? Объясняю. Он взял $35 тысяч, мэр, за то, чтобы там как-то установить вот эти ветряки. Ну, вот эти вот. Те, которые Урсула радовалась, пиарила, продвигала, а потом сожалела, что электростанция атомная нельзя установить. Ну, потому что перебои с электричеством, вот, как бы ветряки, и нашлись компании, подрядчики. $35 тысяч отката. Ну, как за какие-то гроши, понимаете, взяли человека уважаемого, мэра целого города, положили лицом, так сказать, в землю. А вот в Пятихатках, это Днепропетровская область, воюющая область, фермер ударил ножом в грудь городского голову Гилала Исаева. Он там выходец азербайджанского, скажем так, ну, диаспоры, да, или как сказать. Ну, в общем, азербайджанец он сам по себе. Учился в Днепре, то есть он украинец, но как бы азербайджанец. Вроде пишут о каком-то там конфликте, не только материальном, но и, соответственно, скажем так, на этой почве тоже вот получилось. Вообще красота. Значит, его в госпиталь отправили, мэра Пятихаток, в тяжелом состоянии. Около 10-11 часов сегодня это все случилось. После атаки он убежал, этот фермер. Полиция до сих пор его ищет. Может, уже, кстати, нашла, но, в общем, мне не попадалось перед шумом, что его нашли. Ну, в общем, как бы покушение на убийство. Вот, мэров сажают, фермеры их лупят, а города окапываются. Одессу сегодня окапывали. Одесу готують до кругової оборони. Так, вам не почулося, саме до... Мне так нравится, да-да, вам не послышалось, именно к круговой обороне. Но обычно такие сообщения вызывают шок, трепет и как-то немного пугают. Но ты не пугайся, все в порядке. Кругової оборони. І це відбувається не тому, що на місто готується якийсь наступ, а для того, щоб цього наступу ніколи не сталося. Навколо Одеси... Бабки пилят, или что? Нет, это чтобы наступление никогда не случилось. Вот посмотрят, вот решат, например, россияне наступать на Одессу. Смотрят, а там круговая оборона. И такие, ой, не, ну его, пойдем мы отсюда. Ну его, эту войну, вы что? У них там круговая оборона. Смотрите, какие зубы дракона лежат, все дела. Риють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, встановлюють єгозу, тобто колючий дріт, зуби дракона, плутанки та багато іншого. Перефразовуючи крилатий вислів, сіпачем віз, кілзона спара. Хочеш миру, готуй заздалегідь визначені кілзони. Хочешь мира, готовь киллзону. Это так модно, так киллзона. Бужанский молодец, задает вопрос правильный. А слушайте, а чё так? А почему именно сейчас решили? Нам же рассказывают, что на фронте все хорошо. Нам говорят, ну, собственно, о том, что как бы все, успехи, там, Беларусь можем отразить, все. А зачем в Одессу? Киев, там, да, Волынь. Что такое?
Вообще россияне ж у них не наступают, они ничего не могут на фронте. С другой стороны, конечно, понятно, что как бы такой ерунде, как там перезахоронение Петлюры, вот это важно. Ну, то есть, хуже ж там не будет, чем сейчас. А почему раньше не делали? Короче, много вопросов. Очень много вопросов. А правда же куча хороших новостей? Весь интернет забит. Просто как отрезают прям юг, прям все уже. Украинский дрон полетел, считай, деоккупировали. Трассу, которую вот новую построили по югу россияне. Вот мариупольский советник мэра Андрющенко вообще там раскладывает, как песня просто льется с уст. И он такой не один, их много, их тисячі голов того Геббельса. Це старт сухопутного коридору в Крим по територіям окупованим Україні. Це означає, що наш контроль цієї вже дороги сухопутного коридору смерті становить близько 400-450 кілометрів. Сухопутный коридор смерти теперь он называется. Ну, если кто не следит за новыми формулировками, новыми темниками и тезисами. В глибину на 160, десь 170 кілометрів від лінії фронту. І це означає, що все. Це просто злам. Це і є той самий перелом у війні, про який всі очікували, який стався. Тому що без цієї логістики військової росіяни не можуть нічого. І встановити дієвий контроль для протидії нашим дронам вони не можуть. Забезпечити протиповітряну оборону вже не можуть, це демонструє, що ми її знешкодили. Не пересувати техніку вони не можуть. Пересувати з таким ризиком, це означає зривати наступальні дії або оборонні дії. Це цуцванг. Що далі буде відбуватися? Все буде в мінус росіян. Все, кошмар. Все будет, все. У россиян что не делай, все. Все, победа уже, перемога. Вот публикуют карты, смотрите, тут фуру, тут какой-то тяговоз, тут какой-то бензовоз, тут еще что-то. Везде прям, вот куда ни смотри, все побитое, все побитое, все побитое. Вот это вот ты понимаешь. А вот есть такие тыловые, еще одна экспертная голова, да, она вообще говорит, что россияне, в общем, у них все провалилось. Весеннюю кампанию Росія провалила. Все, нічого не получится. Це як вони готували план наступу на 26-й рік. Наскільки там інформаційно вони працювали, що от Путін уже ва-банк, віддайте Донецьку область, а то як вони рвануть, то вони прорвуть українську оборону і будуть під Києвом. Это Тимочка, он глава какой-то организации резервистов, вооруженных сил, сухопутных войск. Короче, говорит, Путин сейчас как прорвет, а они все провалили. Ми маємо результат. Провалена весняна військова кампанія, і зараз вони в Запорізькій і Дніпропетровській області відступають. Не наступають, а відступають. Все. Ужас. Ну, все, везде проиграли. А общество российское в кризисе находится. Объявляю всем торжественно, потому что всем торжественно с маленькой буквы об этом написали украинские паблики. Рейтинг поддержки Путина опубликован. Глубочайший кризис. Вера в правильный курс России обвалилась. Критических 10,5%. Есть такой USP, провели опрос. Главные триггеры – это блокирование Telegram, ограничение интернета – это 51%. Цены растут 45%. Удары украинских дронов и ракет по объектам 31%. Странное какое-то российское общество. Им нужен интернет, телеграм, ну, чтобы цены не росли. И только на третьем месте дроны. Ну, мало дронов еще, наверное, да, когда проводили опрос было. В общем, кроме того, 73%, почти 74% граждан России заявили, что жить в России стало небезопасно, представляете? А госпропаганде уже никто не верит. 59% не верит государственной пропаганде. Вот так вот они ответили на опрос. Все, Россия почти повержена. Россия вообще ничего не может. Все, их дронщики настолько там отчаялись, что они уже просто бьют, куда зря. Черниговская область, вот сегодня сообщили, россияне ударили герберой по городскому кладбищу в Сновске, это Черниговская область, и повредили могилы уже павших защитников. Понимаете? Прилетел на кладбище дрон, и как раз вот в павших могилы павших защитников. Все. Ничего не получается. Все. Почти победили. Почти победили. Поэтому. Ну, вообще, дронщики у них разные, конечно, бывают у россиян. Сегодня очень интересное видео тоже завирусилось.
журавль, ну типа стерх, да, летел, его засек российский дрон-перехватчик, начал атаку, а потом журавль увернулся, и все понятно, дрон полетел дальше. Ну вот смотрите, летит, ну похож на беспилотника, что? Птица, размах крыльев большой. Ну, или это аист, наверное, все-таки аист. Да, я думаю, не журавль, аист, да. И вот раз такой увернулся, и все. И дрон себе полетел дальше. А только хотел, так сказать, атаковать, приблизиться. А вот оно что. Это вам не палантир какой-нибудь, да? Тут можно и перепутать. Зачем все это делается? Ну вот зачем? По одной простой причине. Надо больше мобилизовывать. Больше. Ну, мол, смотри, они слабые. Украина сейчас на подъеме. Все отлично, все здорово. Больше мобилизовывать. А люди вот как смотрят, вот они смотрят на это все и думают, ну да, смотрите, сейчас надо пойти в ВСУ, и вот там войны осталось недолго, сейчас как победим Россию, я вроде как герой и уже теперь не уклонист. Но на земле ситуация чувствуется абсолютно по-другому. Нет, понятно, что показывают и таких бравих вояк. Панове мужчини в юбках, які ховаються за спинами своїх матерів, дружин, сестер та тіток. Значит, мужики в юбках, которые прячутся под юбками матерей, сестер и всех остальных. Посмотрите вот в эти глаза настоящих мужественных воинов. Вот они, из учебки передают привет и говорят, есть вакансии в ВСУ, представляете? Відкриті вакансії в набір до лав Збройних сил України. Запрошуємо вас. 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ. Сьогодні хлопці зробили неможливе, подолали найважчу в своєму житті смугу перешкод. Запрошуємо і вас. Слава Україні! Героям слава! Вот так вот, приглашаем и вас. Мужики прошли, вот, смотрите, полосу препятствий, и вы давайте, не прячьтесь за юбками там, давайте все вперед, так сказать. Я вам вчера показывал, как человек отдал Богу душу, да, полиция сообщила. Так вот я сегодня прочитал вообще, говорит, этот мужик, у него ж провели обыск. Ну, потому что там оружие, туда-сюда. И знаете, что нашли? Патроны от этого пистолета и рубли. То есть вообще не пойми, кого пытались мобилизовать, понимаете? Патроны с рублями. Ну, точно русские, как бы там, ну, это все. Промыли мозги его, там вообще какой-то неблагонадежный. Вот это там ходит, туалеты пачкает. Мозги потом его отмывай, понимаете? И кровушку. Так это вот русский след. А так ТЦКшники, никто его не трогал, ничего, все нормально, все хорошо. Чего ж они все так-то боятся тогда? Что ж такое, что ж происходит? А может, на земле это совсем по-другому выглядит? Вот в Одессе сегодня сообщили, потрясающий же случай. Они крутили, одесские вот эти ТЦКшники, мужика с поломанной рукой. Беспределся-то, ебучий. Пустите, блядь, меня сука сломал. Куда вы его тянете? Пустите, ну подошли, остановился с автомобиля, женщина вступилась, там как бы вот это все, у него поломанная рука, он там хватается там за что-то, они его тянут. Оставьте, вы для себя не уважаете, нахуй. Ну и все, уехали. Увидели, что тут оказывают сопротивление, и не стали, так сказать, и ушли. А бывает вообще по-другому, на самом деле. Вот вообще по-другому. Вот рассказ уролога. Очередной беспредел ТЦК или история о том, как можно выйти на работу, а через день оказаться в армии, да еще и без яичка. Ребят. Без яичка оказаться. Ну, это не то, которое Кощей, там, да, игла в яйце, там, яйцо в утке. Обратился пациент на приемное отделение, уже мобилизованный, естественно, в сопровождении военнослужащих. По жалобам острая боль в правой половине мошонки. Мошонка вот такая, как баскетбольный мяч. Ну, естественно, я собираю, что случилось, как бы интересуюсь, собираю анамнез. Да, и история в следующем. Говорит, день назад спокойненько вышел себе на работу по Оболонскому проспекту. Никого себе не трогал. На часиках было 9:20. Говорит, иду себе. Подъезжает резко, как в кино, машина, без номеров, тонированная. Выходят уважаемые люди в военной форме и, естественно, в балаклавах. Говорит, я, конечно, не растерялся, уже не первый раз, я, говорит, сразу на педалю, но в этот день богиня Фортуна была явно не на его стороне. Естественно, человека догнали,
начали как бы паковать. И для надежности, потому что человек как бы не сильно хотел садиться в этот неизвестный, неопознанный транспорт, для надежности ему нанесли контрольный удар в пах. Контрольный удар. Ну, то есть, чтоб не брыкался совсем. Удар контрольный. Может, даже несколько раз. Естественно, после этого было ВЛК, распределительный центр, и человека забрали в часть. То есть, его со всем этим счастьем, он прошел ВЛК, и его забрали в часть. Уже после всего, что произошло. То есть, на ВЛК как бы мошонку не смотрели. Сегодня, ребята, все жалобы, которые я описал, пациент приехал, больница, операционная, и, увы, это большая была травма мошонки, травма яичка, и, увы, как бы мы ни пытались все спасти, к сожалению, яичко надо было убрать. Ребята, это криминал, это потеря органа, это потенциальная инвалидизация. Я не знаю, ну зачем вот так делать? Мы даже вот с ребятами, которые его привезли, счастье, это обсуждали, и они говорят, мы даже поймем, если он пойдет в СЗЧ, на самом деле, после такого. Говорит, зачем они это делают? Зачем такая дискредитация? Вот. 0% понимания, 200% осуждения. Ну, вот так. ТЦК свое оставил, ну, как бы свое яичко в ТЦК, понимаете? Ну, человек, ну, инвалид, все. Почему? Потому что это контрольным, ну, чтобы не рыпался, чтобы не убегал, вот так вот. А потом спрашивают, а что такое? А в чем дело? А что люди не хотят? А как так? Вот Каменец. Давай. Прокатил полицейскую. 4 минуты вез. Выезжай быстро. Ну, она, смотрите, как раз такая сразу, опа, села на капот. Ну, типа, что не поедет. Думала, ну, он же ж яичко свое бережет. Що делать будем? Що ви робите? Женщина рядом говорит, что делать, что вы делаете? Мостится. Высиживать. Саш, ні, ну не вони, ти ж дуже жорстко ти робиш. Саша, ні, Саша, хай нас злізе. Не дай Боже, знаєш, що случається ще. Саша, не надо, пускай слезет. Саша, что ты делаешь? Ну, Саша был не из робкого десятка. Саш, подожди. Саш, пожалуйста. Ну я тебе дуже прошу. Я уже на поселок еду по-любому, а там уже дальше... Ні, дай нас злізе просто скинь її, дай нас злізе. Слезь! И все будет нормально. Домой, быстро. И возле Коли снимай. А не возле Коли, все ночь. Все, вставай и выбегай сюда к нам во двор. Не, на дверь не дадут. Саш, ты так не выбежишь звідси. Быстро домой. Ну, в общем, непонятно, взяли его или нет. Женщина ему советовала Сашке идти домой. Полиция пока не сообщила, задержали его, не задержали. Ну, задержат, наверное, что там, как бы, да, ну, будет скрываться. Вот как этот уролог говорит, с пацанами говорили из части, говорит, ну да, говорит, мы поймем, что если он уйдет в СЗЧ. Ну, этого тоже понять, если он будет скрываться. А это Харьков. Харьков, окружная. Мужик не остановился на фуре на блокпосту, ну, видимо, все по тому же поводу. За ним погналась полиция, протаранила фуру, задержали и отвязали. Нормальная страна, слушайте, все вообще отлично. А вот депутат Анна Скороход говорит о том, что, слушайте, ну, полиция не хочет выполнять свои обязанности. Ну, смотрите, машины таранят, и на капот прыгают, прям изъявляют желание. А депутат говорит, не изъявляют, потому что перебрасывают функции ТЦК, а они не хотят, чтобы на полицейских ложился вот этот шлейф. Невозможно уже исправить. Ну как вы это исправите? Вы найдете людей, которые добровольно пойдут в армию? Ну, я их таких не знаю. У меня все добровольцы, они либо закончены под флагами лежат, либо те, которые хотели идти на сегодняшний день, понимают, что они не будут умирать за эту власть и за вот этих всех, как это говорят, живущих свою лучшую жизнь. Но не будут они этого делать. Поэтому это невозможно поменять. От того, что они передадут полномочия ТЦК, которых не существует полиции, сделайте запрос, сколько полицейских за последнее время уволилось в связи с этим, что они не будут принимать участие в бусификациях. Вы будете удивлены цифрам. Они сумасшедшие просто.
Поэтому рассказывать, мы сейчас все исправим, мы сейчас выдадим законодательный акт, и все поменяется. Не, ну так не работает. И вопрос комплексного подхода. Это же вопрос не только в ТЦК, это вопрос в недоверии армии, в недоверии власти со стороны общества. Ну так о каком доверии можно говорить? А вот коллега Скороход, Качура, говорит, надо всем амнистию, всем уехавшим, незаконно пересекшим границу, не надо никого преследовать, всех надо отпустить. Отпустить в армію. І на сьогоднішній день саме найголовніше, що треба зробити, це закрити деяким чиновникам рот, медійним особам, які виходять в новинах і розповідають так, що ті, хто виїхав по різним причинам, законно, незаконно, я вважаю, що треба провести повну амністію. Хто виїхав? Ті, хто виїхали, і ловити тих, хто взяв хабарі, хто їх вивіз, і їх садити за грати. Смотрите, полная амнистия. За что? Если ты незаконно пересек границу, это штраф, админка. То есть он изначально, как бы защищая здоровый смысл, употребляет слово амнистия, это когда тебя уже осудили. А что в Украине уже осудили, а мы не в курсе. Не розповідати, що той, хто приїде назад, ти за грати поїдеш, тебе розстріляють, ти не такий, тебе виборче право потім позбавлять і так далі. Нельзя этого рассказывать. Тут он, конечно, прав. Потому что из каждого утюга задолбали это говорить. Вот эти головы Геббельса задолбали. В прямом смысле этого слова. А потом спрашивают, а где украинцы подевались? А что будет с демографией? Вот демограф Элла Либанова рассказывает очень интересную историю. Там же начинают подсчеты, сколько надо там, детей рожать каждой украинке. Там какие-то сумасшедшие числа получаются, чтобы там достичь до какого-то уровня там, до войны, там, нулевых, 90-х и так далее. А не получается. Почему? Потому что уже второй ребенок это практически всегда нищета. Фізичне відчуття продовження роду задовольняється однією дитиною, як правило. А друга, от в Україні весь час, скільки я пам'ятаю, ми ведемо дослідження бідності, найбільш серйозний ризик зубожіння – це народження другої дитини. Риск самый серьезный зубожения, ну это обеднение, нищеты, да, это рождение второго ребенка. Вот этот вот свой инстинкт человек реализует, что надо продолжить род. Ну, они одного родили и все. Второго не рожают не потому, что там что-то где-то как-то, а потому не там принципы, понятия, а элементарно. Они боятся не прокормить второго. Вот основной стопор. Тому що одну дитину, ну, батьки ще витримуються, а друга дитина – це вже… І от для того, щоб такого не було, і потрібна допомога, державна допомога, грошова допомога сім'ям з дітьми. Я завжди кажу, що це дуже важливо. Цю допомогу платити треба. І не до 3 років, а до 18 хоча б. Ну, поки дитина стане на свої ноги, хоч якось. Так она, то есть получается, общество, да, с дырами в бюджете должны содержать, ну это законно, пенсионеров. Ну не то, что законно, это понятно. Пенсионеры платили, работали, отчисляли, а вот они теперь как бы, пенсионеры должны платить. Но и детям должны платить до 18 лет. А кто это будет делать? В стране, где половина уже пенсионеров, и там какая-то горстка детей с, ну там несколько сотен тысяч с 0 до 18, а мало кто может заработать на это. И мы атакуем Беларусь. Я все-таки не могу, я сегодня, это какое-то такое откровение, понимаете? Выйти на российскую границу, белорусско-российскую, вот это я понимаю. Тихановская такая сказать, да, я президент Беларуси, я пишу письмо, как Янукович писал письмо Путину о том, что Путин введи войска. Его потом уже показали, помните? Да, вот это вот Тихановская написала, и вот введи войска. Ну так Янукович хоть президентом был, а ты кем была? И это как повод, и вся Европа поддержит. И вот впятером как навалимся, поляки, прибалты, Украина, раз, и все. А, повержен Путин. Ах, как и Беларусь свободная, демократическая. Он что, армия у него уже есть, он Тихановская с ним встречалась, понимаете? Ох уж эти планы Шейтельмановы, слушайте. Ох уж это, конечно, расклады неимоверные. Но Украина сейчас в самой лучшей ситуации, говорит. В самой лучшей. Сегодня Украина в самой лучшей ситуации. С точки зрения Украины, ситуация в военном плане сейчас выглядит гораздо лучше, чем когда-либо за время полномасштабной войны. Вот знаете, я бы на этом тезисе даже немного остановился. Говорят, что, ну слушайте, зря мы не заключили мир в 22 году. Там в Стамбуле, в Ауле, еще где-нибудь. Тогда были мы в лучшем положении. Нет, конечно. Сейчас, говорит Ступ, мы в Украина в лучшем положении.
Первый год этой войны был для Украины борьбой за выживание, говорит Ступ. Потом 3 года это была устойчивость. Сейчас это чистая математика. Кроме того, говорит, что популярность войны в России падает, но у Украины сейчас есть прямое преимущество. На одного погибшего украинского военного приходится 8 уничтоженных россиян. Представляете? Ступ такое говорит. Как сегодня сказал мне один умный человек, говорит, нам присылают дроны, а им присылают солдат, мясо. И мы дронами убиваем их солдат. Действительно, сложилось у нас определенное, как мне кажется, преимущество. Преимущество. Понимаете? У Украины преимущество. Лучшее положение Украины. Все замечательно. Все зашибись. О, конечно, да. Вы знаете, вот эта вот вещь, я вот в конце хотел шума тоже с вами показать. Это, конечно, вот это вот нечто. Ну, вот это правда нечто. Да? Значит, мне кажется, что это вот это где-то оно вот действительно вот тянется из прошлого, из такого совершенно разного прошлого. Вот это вот в рубрике «Колобок. Куда мы катимся», там просили про Николаев разузнать и про, скажем так, про вот это сегодня прилетело в Николаев, там все молчат, прилет, куча скорых, админ здания, бьют уже, получается, по полиции, по СБУ, там такой был эпизод. Но вот другой подписчик вот сегодня вот эту фотографию прислал. Никого не узнаете на фотографии? Да-да, он самый. Зеленский. Это официально есть ссылка, то есть это его Инстаграм. Публикация от 21 мая 2017 года. 17-го. Да? 9 лет назад. Зеленский пишет. Памятник бомжу, который стал директором финансовой биржи. Сел рядом. Может, тоже попрет. Хорошего дня, удача, жизнь. И публикует эту фотографию. Я так понимаю, что что-то таки поперло. Что-то таки понеслась и поперло у Зеленского. Ну а завершить я бы хотел вот этим отрывком, да, это не полностью. Это на самом деле это как бы короткометражка, но это нечто. Вот как и почему поперло. Вот откуда головы Геббельса берутся. Вот откуда нам рассказывают, что самый лучший момент и самый лучший момент в войне — это все жопа Хэнка. Есть такой короткометражный фильм и сюжет. Привет, я Иван, а это Мария. Здравствуйте. Мы пришли сюда, чтобы пригласить вас поцеловать жопу Хэнка вместе с нами. Пришли поцеловать задницу Хэнка вместе с нами. История, вы понимаете, сделана там свидетелей разных там церквей, которые приходят, стучат в дверь. Если вы поцелуете жопу Хэнка, он даст вам $1 000 000. А если откажетесь, он выбьет из вас все дерьмо. Где же этот Хэнк, которого поцеловал Зеленский? Но тут не об этом. Так, я понял. Это какой-то новый способ выбивания денег, да? Нет. Хэнк — миллиардер-филантроп. Он построил этот город, и он может делать все, что пожелает. И он хочет дать вам $1 000 000, но не может этого сделать, пока вы не поцелуете ему жопу. Он хочет тебе дать, но не может. Но ты же должен поцеловать. Я ничего не понимаю. Да, кто вы такой, чтобы сомневаться в подарке Хэнка? Вы что, не хотите $1 000 000? Неужели это не стоит маленького поцелуйчика в жопу? Стоп, Тогда пойдемте с нами целовать жопу Хэнка. Пошли! Чего сидишь в своих этих интернетах? Пойдем. Я вот предлагаю здесь слово Хэнк заменить на Зеленский, понимаете? Пошли, нормально. Я тебе, давай. Чего сидишь? Так, окей. А вот вы двое часто целуете ему жопу? Да, все время. Серьезно? Ну и как, получили $1 000 000? Нет, на самом деле никто не получает денег до тех пор, пока не покинет город. О, надо покинуть город. А потом за свои поцелуи ты все получишь. Обязательно получишь. Ну так покиньте город. Нельзя покидать город, пока Хэнк не скажет, иначе... Нельзя покинуть, он уже не разрешает покинуть город.
вы не получаете денег, и Хэнк выбьет из вас все дерьмо. Ну окей, а вы знаете кого-нибудь, кто поцеловал вот эту жопу вашего Хэнка, уехал из города? Моя мать целовала жопу Хэнка много лет подряд. Она покинула город в прошлом году, и я уверен, что она получила эти деньги. И вы с тех пор не общаетесь? Конечно, нет. Хэнк не позволяет. А такой вопрос. А как же вы уверены, что вы получите эти $1 миллион, если, как вы сказали, не знаете никого, кто эти деньги в реале получил, а? Ну, он ждет немножко перед тем, как вы покидаете город. Может быть, вы выиграете в лотерею, может быть, вы получите повышение, может быть, вы найдете эти деньги на улице. Блядь, а Хэнк тут при чем? У Хэнка есть связи. Знаете что, давайте, наверное, попрощаемся, я понял. Какой-то... Ну, разве не стоит попытаться? Это же $1 миллион. И запомните, что если вы не поцелуете жопу Хэнка, он выбьет из вас все дерьмо. Считайте, что вы меня заинтересовали. Окей, только у меня встречное предложение. Давайте-ка, наверное, я встречусь с этим вашим Хэнком, узнаю у него все подробности. Никто не видится с Хэнком, никто с ним не разговаривает. Никто не может его увидеть. Вот в этом суть, вы понимаете, вот в этом суть. Ну подождите, а как, если мы его не видим, как тогда целовать? Ну так бери и целуй. Так а как же вы ему жопу-то целуете, а? Ну, иногда мы посылаем воздушный поцелуй, думая о его жопе. А иногда мы целуем жопу Карлу, а уже он передает этот поцелуй Хэнку. Что вы говорите? У нас еще и Карл есть, да? Наш друг, это он научил нас целовать жопу Хэнка, и все, что от нас требовалось, пару раз увидеться с ним. Пару раз увиделись, да? Еще, получается, увиделись. Он вам навешал лапши по поводу какого-то Хэнка со своей жопой, которую можно целовать и получать за это деньги. И вы хотите... Нет, на самом деле, Хэнк много лет назад дал Карлу письмо, где все разъясняется. Вот даже копия. Взгляните. Целуйте Хэнку жопу, и он даст вам $1 миллион, когда вы покинете город. Не злоупотребляйте алкоголем. Выбивайте все дерьмо из людей, если они не похожи на вас. Правильно питайтесь. Этот список продиктован Хэнком. Луна сделана из зеленого сыра. Все, что говорит Хэнк, верно. Помойте руки после того, как вы сходили в туалет. Не пейте. Ешьте копченые колбаски только с булочками и никаких приправ. Ну и, конечно же, целуйте Хэнку жопу, или он выбьет из вас все дерьмо. Какая дрянь, а? Только заметьте, это все написано на бланке Карла. У Хэнка просто не было бумаги. Бумаги не было, да? А мне кажется, что после проверки вот этот почерк окажется почерком Карла. Правильно, Хэнк всего лишь диктовал. Хэнк диктовал, а вы же говорите, что никто не может увидеться с Хэнком. Не теперь, но много лет назад он говорил с некоторыми людьми. Так, забавный поворот. Девушка, вы, по-моему, в самом начале сказали, что Хэнк филантроп, правильно? Вопрос на засыпку. Так какой же филантроп выбивает, как вы говорите, дерьмо из людей только лишь на том основании, что они не такие, как он, а? Так хочет Хэнк, а Хэнк всегда прав. Да с чего вы это взяли? 7-й пункт гласит, все, что говорит Хэнк, верно. Для нас этого вполне достаточно. А мне кажется, что это все придумал ваш друг Карл. Ничего подобного. 5-й пункт гласит, этот список продиктован Хэнком. Во 2-м пункте сказано, не злоупотребляйте алкоголем. В 4-м, правильно питайтесь. А в 8-м, мойте руки после того, как вы сходили в туалет. Ну все знают, что эти пункты верны. Значит, и все остальное тоже правда. Посмотрите внимательно, 9-й пункт. Не пей. Это напрямую противоречит 2-му пункту. Сейчас, значит, вот. А 6-й. Луна сделана из зеленого сыра. Зеленого сыра. Из зеленого сыра сделана эта луна. В нашем случае солнце. Я такого бреда в жизни не слышал. Вы понимаете, в чем дело? 9-й пункт не противоречит 2-му. 9-й пункт просто поясняет 2-й. Ну а 6-й? Вы же не были на Луне. Откуда вам знать? Ну да, я не был на Луне. А зачем мне там быть, а? Если ученые доказали, что Луна сделана из камня. Ну, ученые, они же не знают, откуда взялся этот камень. Из Луны или из космоса. Поэтому он вполне может оказаться зеленым сыром. Слушайте, я, разумеется, конечно, не эксперт, это да, но в любом случае это бред, даже если ученые, как вы говорите, не доказали, что Луна сделана из камня. Ага, вы только что согласились, что ученые могут ошибаться. Вот, ты уже согласился, ученые ошибаются, ты уже усомнился. Вот оно, вот же. Всегда прав. Конечно, так гласит 5-й пункт. Несете. Следуя вашей логике, Хэнк всегда прав, потому что так гласит список. Список верен, потому что его надиктовал Хэнк. И мы знаем с вами, что его надиктовал Хэнк, черт бы его разодрал, да? Но это же замкнутый круг какой-то получается. Нет, я не прав. Это все равно, что сказать, Хэнк всегда прав, потому что Хэнк сказал, что он всегда прав. Ну, наконец-то. Что наконец-то? Доходит. Как приятно. Как приятно. Это очень приятно. Это так и работает. С религией, с сектой, в которую превращается жопа Зеленского. Когда-то эти слова сказал Шевчук, у него были проблемы, что Родина — это не жопа президента. Отлично подходит. Родина, Украина — это не жопа Зеленского, которую надо целовать так, как научат. И верить вот этому всему бреду.
Ну, вот такой шум сегодня, дорогие друзья. Всем большое спасибо за то, что побывали на нем. Очень всем благодарен за ваши вопросы и за то, что, в общем-то, общаетесь. Так, значит, так, враг со всех сторон, круговая оборона. Да, действительно, это точно. Так, я без шума не засыпаю, кто-то пишет. Отлично. Постпред Небензя заявил, никаких переговоров с украинской стороной сейчас нет. Мы выдвинули свои условия, обозначили, в чем состоят реальные переговоры. Это не заморозка по линии фронта, о которой так отчаянно добивается Киев. Ну вот как бы ультиматум, да, новый ультиматум. Посмотрим, какие будут новые ультиматумы. Привет из Португалии, привет большой и вам в том числе. Так, что пишут у нас, значит... Здесь, в нашем, соответственно, в нашем клубе, то тоже благодарят за шум, спасибо большое, за включение тоже понравилось включение. По порту Одессы впервые ударили погруженные дроны, значит, ждут комбинированные атаки, значит... Ну, эти дроны, видите, все не ноу-хау, они появляются, безусловно, так или иначе. Так, что с чатиком здесь? Так, пишут Саша, вы с Олей Шелест случайно не родственники? Вообще не знаю, родственники мы, не родственники. Судя по всему, не родственники. Но многие так как-то там что-то сличали, я помню недавно, и говорили, что ух ты, да, вполне возможно, почему бы и нет. Так, что здесь? Так, где ролик про Хэнка? Это короткометражка, да, российская, на ресурсах. Это просто феноменально, если честно. Вы считаете, нападение на Беларусь случится? Так, случится. Или это очередной пиар, ведь нападение на Курскую область никто не анонсировал. Ну да, никто не анонсировал, поэтому, скорее всего, это нечто на самом деле. И поэтому, судя, если тут об этом всем говорят, я думаю, Тихановскую-то притащили. Это все торги, тяжелые торги, но тоже дело такое. Прогнут ли удары по Киеву Зеленского подписать невыгодный мир? 3% считают, что да, и тогда люди ему все простят, и лишь бы все закончилось, этот ужас и кошмар, и все будет нормально. 13% удары нет, разве что поход пешком, или захват, или рейд. 35% Зеленский это точно не решает. И 49% считают, что нет, он на эти удары рассчитывает. Ровно потому, что он рассчитывает на эти удары. Ну, поэтому вот так и получается. Так, да, есть большая вероятность, что это фейки, конечно. Ну, то, что фейки, это разгон, это действие для других целей, понимаете? Спасибо, Анна Салам, за поддержку. Спасибо всем вообще за поддержку. Не забудьте поставить лайк. Так, Беларусь ядерная держава. Это да, но ядерное оружие это российское. Привет из Ташкента, привет. А кто пишет, если бы не шум, уже бы спал. Да, давайте как бы на боковую. Респект тебе большой. Спасибо вам большое. Мемминген, Германия. Анна, привет вам. Спасибо большое. Так, спасибо вам за общение и спасибо за этот прямой эфир. Так, да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на этом прямом эфире. Давайте не целовать ничьи задницы. Да? Давайте лучше громче шуметь в комментариях, в чате и беречь себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. Хорошо пошумели.